Починаємо? Да, сейчас, секундочку, я включу запись. У нас на Ютубе 21 человек даже смотрит. И тут класс. Хорошая явка сегодня. Сейчас я включаю запись, и мы начинаем. Все, можно начинать. Доброго вечора. Вітаємо вас на нашому наступному вебінарі «Трудовий договір у Німеччині. Знай свої права». Сьогодні поговоримо про дуже важливі моменти, на які ви повинні обов'язково звернути увагу. Сьогодні у нас дуже чудова спікерка, це Марина Шубіна, консультантка проєкту Fair Integration Hessen. Вона вже вдруге у нас на вебінарі, і ми дуже раді її сьогодні вітати. Дякуємо, Марино. Я трошки хочу сказати декілька слів про наше ком'юніті. Це спільнота Вітрила. Це ком'юніті створене українцями для українців, щоб допомагати один одному в Німеччині та будувати і налагоджувати нові контакти, нові зв'язки та полегшувати нашу інтеграцію в новому суспільстві. Сьогодні у вас два модератори, я Тетяна Махаринська та наш ідейний вдохновитель Олег Небесов. Я надам йому зараз слово. Олеже. Большое спасибо. Добрый вечер, дорогие гости. Добрый вечер, Марина. Добрый вечер, Таня. У нас сегодня классный вебинар, классный спикер, я бы даже сказал, уникальный спикер. Сейчас она расскажет о себе. Обратите внимание, что она в Германии, так как большинство из зрителей этого вебинара с 22 года, приехала с нулевым языком, приехала с другой специальностью. Но вот сегодня она выступает и сейчас чуть-чуть более подробно расскажет. Вызывает просто восхищение. Марина, пожалуйста. Дякую, Олег, за таке представлення мене. Добрий вечір всім. Мене звати Марина Шубіна. Я консультантка з трудового права в проєкті «Справедлива інтеграція Hessen». Так, дійсно, я, як більшість, мабуть, з вас, приїхала в 22-му році як біженка, і так склалися обставини, що я дуже скоро почала теж допомагати іншим як волонтерка в вирішенні усіх можливих та неможливих питань в Німеччині для новоприбулих і тих, хто вже тут інтегрується. Я за фахом психолог. Свою освіту я підтвердила в Німеччині, отримала Zeugnisbewertung. І я можу сказати, що коли я проходила відбір на цю вакансію, то мою кандидатуру затверджувало Міністерство праці та соціальної політики Німеччини, також БАМФ. І їм було важливо те, що моя освіта в Німеччині визнана. Це було одним із умов. Незважаючи на те, що я за фахом психологиня, але тут, в Німеччині, так склалися події, що я консультую з трудового законодавства. Я працювала в Україні в відділі кадрів одного з найкрупніших банків України і маю досвід з українським трудовим законодавством. До речі, було питання щодо українського законодавства трудового і відмінності. Я пізніше, можливо, про це скажу. Можу тільки сказати, що відмінності дуже вагомі. І тут мені довелося і доводиться багато ще вчитися. Ми проходимо постійне підвищення кваліфікації в Берліні. І я постійно
покращую свої знання. Що важливо сказати, що ми не є юридичною адвокатською канцелярією. Ми не надаємо юридичні послуги. Ми надаємо консультаційні послуги. Це консультаційний центр. Я зараз зроблю в презентації наступний слайд. Ось цей, де ви можете побачити, що Faire Integration, справедлива інтеграція, вона присутня як консультаційний центр у всіх федеральних землях. І це такий проєкт федеральний по всій Німеччині, який фінансується Міністерством праці з одного боку, десь на 90%, і з іншого боку він фінансується об'єднанням німецьких профспілок. Тому ми якби працюємо від Міністерства праці та профспілки, захищаючи права робітників-мігрантів. Ми працюємо саме для мігрантів, які в Німеччині або як біженці, або просто приїхали працювати з інших третіх країн. І наші послуги повністю безкоштовні. Цей проєкт, він створений саме для того, щоб люди могли отримати кваліфіковану консультацію з трудового права первинну, яка надає напрямки, можливості, куди далі можна рухатись. Якщо потрібно, ми відправляємо далі до адвоката. Якщо це не потрібно, бувають ситуації, коли ми можемо вирішити проблеми без підключення адвокату. І я дуже радуюсь, коли бувають такі результативні консультації, коли виплачується і зарплата, і інші права робітників виконуються, незважаючи на те, що роботодавець порушив якісь трудові норми, але, як показує практика, в більшості випадків ці порушення розраховані на те, що людина, робітник, не знає своїх прав, що вона є мігрантом з обмеженим знанням мови, і що просто вона нікуди не піде, щоб захистити свої права. На жаль, більшість порушень з боку роботодавців пов'язані саме із цим. І щоб свої права знати і захищати, не обов'язково бути адвокатом, достатньо знати свої права, і якщо ви їх не знаєте, можете отримати таку безкоштовну консультацію. Для цього не потрібно нічого, ніяких гудшайнів з джоб-центру, ніяких Beratungshilfescheinів з трудових або з земельних судів і так далі. Це відкрита консультація для кожного по всій Німеччині. Можно я вмешаюсь немножечко? У меня несколько организационных вопросов. Во-первых, посмотрите на карту, которая перед вами. Посмотрите, в скольких городах Германии есть рабочие места. А вот сидит перед вами Марина, наглядное подтверждение, что схема рабочая. Дерзайте, вы талантливые. Дальше второй вопрос, который часто задают. А будет запись вебинара? У нас в нашем YouTube-канале все записи вебинаров остаются. Вы все на mail получили ссылку на запись YouTube-трансляции, вы сможете ее потом досмотреть. Дальше, следующее. Марина, идет у вас перед глазами презентация. Эта презентация будет доступна для скачивания после вебинара в описании видео YouTube канала.
то там будет стоять ссылочка, сможете спокойно эту презентацию загрузить. Дальше у нас очень много людей относительно смотрят прямо впрямую на YouTube. Дорогой YouTube, у меня огромная просьба, вы не поставьте лайки нашим трансляции, чтобы быстренько YouTube подсветил остальным эту трансляцию и присоединилось еще больше людей, пожалуйста. А кто не подписан на наш YouTube-канал Ветрил, подписывайтесь. И еще, значит, по ходу вебинара будут, естественно, слайды, Марина переходить будет от одного слайда к другому. Если есть вопросы по текущему слайду, пожалуйста, поднимайте руку, я тогда буду Марине давать сигнал, что есть вопросы, зададите вопросы. Общие вопросы мы оставили на конец, то есть когда уже всю презентацию пройдем, тогда поотвечаем на вопросы. Все, Марина, пожалуйста, давайте дальше. Дякую. Я ще додам відносно питань. Так, ви можете ставити свої запитання по темах, про які я буду розповідати. Але до вас в мене прохання, будь ласка, якщо питання персональне і це якась конкретна ситуація, то краще ви можете потім звернутися до мене в рамках вже консультації. Це буде краще. Добре, я теж скажу, що ця презентація, вона відкрита для всіх. Хто захоче, він може її скачати в організаторів. І тут є мої контакти, ви можете мене знайти по телефону або по емейлу. Ми працюємо у Франкфурті, також раз на тиждень ми консультуємо у Візбадені. І мій колега також консультує в Касселі, якщо хтось є з цих міст. Але, як я вже казала, в кожній федеральній землі є своя Beratungsstelle, Фейрінтеграціон. Якщо ви не зможете знайти, ви можете до мене звернутися, я вам підкажу свого колегу з вашої землі. І так, сьогодні в нас тема «Трудовий контракт в Німеччині». Перш за все, я хочу сказати, що в Німеччині існує така форма, як усний трудовий контракт. Тобто, якщо вам не надають контракт, це не означає, що ви наймані нелегально або у вас його немає. Він у вас є, але він усний. При цьому усний трудовий контракт, він автоматично спирається на всі основні положення трудового законодавства. Він є безстроковим. І якщо в ньому нічого не прописано, то за замовчуванням вважається, що у вас мінімальна заробітна плата, яка існує на сьогоднішній день. Але усний трудовий контракт, він, на жаль, не дає доказів ніяких, що ви працюєте стільки-то годин, що ви працюєте на конкретній якійсь посаді. Тому я рекомендую завжди, якщо вам не надається трудовий контракт, я рекомендую його просити в роботодавця. За законом, а саме за параграфом 2 Nachweisgesetz, це закон про докази в Німеччині, ви маєте право отримати письмові докази ваших трудових відносин. Це може бути не контракт сам по собі, це може бути просто інформація, подана на папері, про те, що ви займаєте таку посаду, працюєте стільки-то годин на тиждень, маєте таку зарплату, і ваш роботодавець – це така-та фірма. Це основні положення, які мають бути. І також трудовий контракт, він може бути безстроковим і строковим. Найголовніше, що треба знати про строковий контракт, це те, що роботодавець не повинен вам нагадувати про його закінчення. Тобто ви повинні самі
пам'ятати, що у вас закінчується ваш строковий контракт, і найважливіше, що ви повинні зробити, це за 3 місяці до його закінчення зареєструватись в агентур für Arbeit. Це якщо контракт у вас мінімум на 1 рік. Тобто роботодавець не мусить про це нагадувати, і щоб вчасно отримати гроші по безробіттю, ви маєте зареєструвати щонайменше за 3 місяці до закінчення контракту. Буває так, що людина до останнього не знає, чи продовжить її контракт, чи ні. Незважаючи на те, треба зареєструватись в агентур für Arbeit, і потім, якщо, наприклад, контракт вам запропонують продовжити, тоді ви просто свою заявку з агентур für Arbeit відкликаєте. І все. Але важливо вчасно зареєструватись в агентур für Arbeit. Щодо строкових контрактів, я хотіла б сказати таку річ. Іноді бувають із цим порушення з боку роботодавців. Зазвичай строковий контракт, він має містити якусь причину своєї строковості. Наприклад, людину наймають на посаду для заміни робітника, який в декреті знаходиться. Або ж це може бути проєктна якась робота, проєкт фінансується до якоїсь дати, і, відповідно, ця посада теж обмежена якимось строком, і тоді ця причина вказується в строковому контракті. Якщо причина строковості не вказана в самому контракті, то за законом ви можете працювати, вам можуть запропонувати строковий контракт на цій фірмі максимум на 2 роки. В сумі це може бути, наприклад, спочатку один контракт на 1 рік, потім його продовжили, наприклад, ще на півроку, і потім іще на півроку продовжили. І загалом ви працювали 2 роки. Так от, якщо причини строковості не вказано, і вам роботодавець пропонує продовжити контракт після 2 років роботи і ще на якийсь обмежений строк, це в більшості варіантів може бути незаконним. Тобто після 2 років працювання за строковим контрактом, де не вказано причини строковості, вам повинні запропонувати безстроковий контракт або ніякий. Це основний момент щодо строкових контрактів. Так, якщо є питання по цій темі, по строкових, по безстрокових контрактів, ви можете їх зараз задавати. Я там помню, что был вопрос при регистрации, за сколько надо, как бы работодатель должен предупредить, продлевает он договор, не продлевает. Немає такого правила. Роботодавець може запропонувати продовження контракту навіть в останній день наявного контракту. Тому просто наш обов'язок – це вчасно зареєструватись в агентур für Arbeit. Або якщо... Извините, я перебил, но уже влезу. Я все-таки считаю, что в любом случае за спрос не бьют в нос. Пожалуйста, да. То есть спрашивайте, и начинайте спрашивать даже не за 3 месяца, а за полгода, потому что иногда работодатель может забыть, а ему там финансирование надо выпить, бюджеты и все такое. И второе, не только регистрируйтесь, но уже сразу ищите работу. Вдруг вы найдете что-то лучшее, уже сами не захотите продлевать. Тут не крепостное право. Вот. Марина, я вас перебил, и потом будет поднятая рука. Хорошо? Да, я зараз скажу ще такий момент. Бувають часто запитання. Якщо роботодавець пропонує мені продовжити строковий контракт, а я не хочу,
його продовжувати, чи будуть в мене при цьому якісь штрафні санкції або блокування виплат від агентур Фюрарбайт або від джоб-центру? Ні, не буде. Тобто ви маєте повне право не продовжувати ваш контракт строковий, який скінчився, навіть якщо роботодавець вам пропонує його продовжувати. Це не є з позиції джоб-центру або агентур Фюрарбайт відмовою від цього контракту. Я надаю слово Олександру, він перший підняв руку. Добрий день. Якщо наступна ситуація, наприклад, закінчується 2 роки, наприклад, 2 строкових контрактів, і роботодавець пропонує, не може запропонувати або не хоче запропонувати безстроковий контракт. Але, в принципі, він згоден, щоб я працював далі там, але тільки не по безстроковому контракту. І я, наприклад, теж не проти далі працювати, бо, наприклад, робота мені подобається, і я не проти був би отримати безстроковий контракт, але за відсутністю цієї можливості все ж таки я згоден добре там ще рік працювати за строковим контрактом. Це можливо зробити? В принципі, так. Це можливо. Але у вас залишається право, в принципі, ви можете теоретично в суді довести, що ви маєте право на безстроковий контракт, і в свою чергу роботодавець, він просто може не підписати з вами новий строковий контракт після цих 2 років, тільки тому, що він може переживати за те, що ви маєте право в суді на доведення ваших прав. Тому це такий момент, чи згоден буде роботодавець піти на таке порушення, яке ви можете зі свого боку казати про те, що ви не будете нічого робити, щоб ваші права відстояти, але все одно роботодавець має розуміти, що він робить порушення, і якщо ви захочете, ви можете це оскаржити в суді. Тому зазвичай роботодавці, якщо вони дуже дотримуються трудового законодавства, вони просто не підуть на те, щоб запропонувати робітнику продовжити строковий контракт без причини ще на обмежений строк після 2 років. Ну, зрозуміло, тобто законного способу немає так далі працювати по строковим контрактам. Я не розумію, чому, але я так розумію, що чомусь невигідно роботодавцям давати безстрокові контракти. Деяким, скажімо так, не всім. От. Ну, взагалі зрозуміло, дякую за відповідь. Це їхній вибір, так. Угу. У нас еще 3 человека в очереди. Елена Шаповал следующая. Доброго дня. У мене таке питання. Мій чоловік почав працювати з квітня місяця на фольцайт. Контракт підписан не на рік, а до березня наступного року. Це нормально? Це перший раз. Ми тут у Німеччині знаходимося більше року, трохи більше року. Так, це цілком нормально. Контракт може бути на будь-який строк запропонований. В вашому випадку треба буде десь за 1,5-2 місяці вам треба подати заявку в джоб-центр, тому що чоловік не працював повністю 1 рік. І агентур Фюрарбайт не буде виплачувати йому виплати по безробітті, тому вам треба зареєструватися заздалегідь в джоб-центрі і шукати роботу десь починаючи з січня приблизно. Ну, а якщо у вас буде розуміння, що вам продовжать контракт, тоді ви будете вже від цього відштовхуватись.
Ага, значить, тоді, якщо він продовжить працювати, він має право, роботодавець має право контракт продлити ще на рік або безстроково. Правильно? Загалом, якщо у вас ще не буде 1 року по цьому контракту, то роботодавець має право продовжити контракт на 1 рік і 1 місяць строково. Угу. Дякую, дякую. А якщо зразу ми підписали безстроково, от я працюю безстроково, зразу мені запропонували, ну тільки на Добре. Тальцайт. Це нормально, це добре. Ага. Да, я за себе якось не хвилююся, за нього трошки, да. Дякую. Будь ласка. Так. Следующий Виталий Кириченко у нас. Добрый вечер. Добрий вечір. У меня такой вопросик. А будет ли дальше разбор такой темы, как прерывание контракта и обязательная отработка по контракту и причины разрыва контракта? Да, Или это можно будет, сейчас спросить, или это будет позже? Я позже тогда спрошу. да, будет тема по увольнению и по разрыванию трудовых отношений, да. Все, тогда я слушаю вас дальше и жду своего времени. У меня просьба все-таки задавать вопросы, касающиеся только текущего слайда, хорошо? Но я просто спросил, будет ли Да, дальше Ну вот я разбор этой остальных... темы. Ну, Да, понятно. если будет, я тогда подожду дальше, спрошу. Да. И у нас последний по этому слайду ММ. Так, доброго дня. Я на російській запитаю. Дякую за цю безцінну информацию. Вопрос такой. Существует ли практика в Германии обращаться к юристу, к адвокату на этапе, когда сотрудник получил письменный трудовой договор, да, и вот он видит много страниц, много условий, как бы желательно ли пойти, имеет ли смысл идти к юристу с этим вопросом, и какое обычно дается время, как это выглядит, вот выдается контракт, и как это выглядит, сколько времени на это есть для того, чтобы ознакомиться и принять эти условия, воспользовавшись помощью, либо нет, можно узнать. Ну, в целом принято в Германии, что, получая контракт, черновик контракта, вы имеете время ознакомиться с ним. Если вас просят подписать контракт тут же в бюро, не отходя, так сказать, от кассы, то это большой звоночек. Почему так быстро хотят, чтобы вы подписали и даже не дают вам время ознакомиться? Конечно же, принято, чтобы вы могли ознакомиться. И что касается разъяснений по трудовому договору новому, который вы хотите подписать, мы также предоставляем такие услуги. Ко мне часто обращаются люди, которые подписывают трудовой договор новый для них в Германии, первый там или какой-то очередной, и я даю консультацию по конкретному трудовому контракту, какие моменты он в себе содержит, возможно, какие-то есть положения, на которые нужно обратить внимание человека и объяснить, что его ждет в той или иной ситуации с этим конкретно контрактом. Что касается обращения к юристу с этим, да, но это будет очень дорогое удовольствие просто получить консультацию по трудовому контракту перед подписанием. Вы можете обратиться в Fair Integration с этим. Это прямая наша обязанность, в общем-то, это бесплатно. Спасибо. А не существует в практике, как бы, ну, скажем так, утрясти условия контракта, может быть, если это небольшое предприятие, и либо обычно вот если он выдается, либо я соглашаюсь, либо не соглашаюсь? Это зависит от ситуации и от того, насколько фирма хочет вас видеть в качестве работника, насколько ваша квалификация для них важна, высока и так далее. В некоторых ситуациях я знаю случаи, когда люди торговались, да, и относительно условий зарплаты и так далее, но речь шла о высококвалифицированных работниках, естественно. Как правило, обычно, да, как происходит, дается контракт, и кандидат либо его принимает, либо не принимает. Если есть
в контексте конкретной ситуации возможность как-то вести переговоры по трудовому контракту. Если это уместно, да, можно вести переговоры, но это только вы знаете в какой-то конкретной ситуации. В целом, обычно, как происходит, контракт дается, и человек его либо принимает, либо не принимает. Большое Ну, спасибо. Я от себя еще добавлю, что на самом деле некоторые условия можно поторговаться прямо на собеседовании, то есть это тоже нормально кое-какие вещи обсудить. Вот. И потом я считаю вполне нормально, что сказать, подумать, а потом обратиться или разъяснить вот этот пункт, давайте вот поменяем так, ну не вижу ничего страшного, если вы отстаиваете свои права. То есть пытайтесь, ничего вы себе, карму вы себе этим не испортите. Ну что, у нас еще всплыла одна рука. Даем слово или мы дальше не успеем? Да? Антон, пожалуйста, тогда. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Если работодатель предоставляет рабочий контракт, неважно, ограниченный или неограниченный по сроку, но там заведомо прописано, скажем так, немного... Сейчас, подождите секунду. Если в Германии есть 40 часов рабочих в неделю, да, а работодатель уже заведомо закладывает больше рабочего времени и при этом за минимальную оплату труда, законно ли это со стороны работодателя? Нужно смотреть конкретные условия, сколько часов идет по неделе и сколько часов переработок работодатель закладывает в оклад. Нужно это все считать, чтобы не было нарушений минимальной зарплаты. Но в целом я могу сказать, что это нормальная практика, когда, например, в трудовом контракте прописано, что 10% переработок, точнее, переработки, 10% рабочего времени в качестве переработок не оплачиваются дополнительно, а уже входят в оговоренный оклад. Это нормально в Германии. В принципе, до 15, до 20 в некоторых случаях процентов. Это нормально, зависит от зарплаты. Я имею в виду, если это не указано в договоре, и, допустим, если в месяц есть 160 рабочих часов, да, ну вот как бы как норма, как стандарт, а работодатель заранее прописывает 175 часов и при этом определенную сумму, но не прописывает, что туда заложена или не заложена переработка. Ну, если в трудовом контракте прописано 175 часов и зарплата за них, важно проверить, чтобы минимальная зарплата соблюдалась, поделить оклад на количество часов в месяц. Вполне законно. 175 часов в месяц – это нормальное количество часов в месяц. Окей, спасибо. Так, у нас, тем не менее, еще 2 вопроса в Ютубе прилетели. Так, а сколько раз можно продлевать срочный контракт, если указана причина срочности? Бесконечно. Бесконечно, так? Да. Вот. И вопрос по поводу вот этого устный договор. То ли я где-то это читал, вот сейчас люди спрашивают, что если заключили устно, то в течение месяца можно требовать, чтобы предоставили письменный вариант условий. Да, вот об этом я говорила, согласно 2 параграфу Nachweisgesetz закона про доказы, про доказательства. Работник вправе требовать письменних доказательств ваших трудових отношень. І, до речі, я ще не сказала про те, що важливо зрозуміти, що ви влаштовані на роботу офіційно. Бо якщо усний трудовий контракт все ж таки має місце бути, то вам треба розуміти, чи ви оформлені офіційно, чи сплачуються всі внески та податки з вашої зарплати. І як це можна перевірити? Ви можете дізнатись в вашій Krankenkasse, чи зареєстрував вас такий-то роботодавець, така-то фірма
і чи сплачуються внески по соціальному страхуванню. Це перший момент. І другий момент, якщо роботодавець ще на початку, коли він вас наймає, не бере у вас номер соціального страхування, номер медичного страхування, банківський рахунок і там інші ваші дані, адресу, такі інші, це 100% він вас не офіційно наймає. Тому що для того, щоб роботодавець зареєстрував людину, йому треба знати всю цю інформацію. Так, Так. спасибо. Ну что, двигаемся дальше. YouTube, я вам сейчас еще сброшу там ссылку в чат на наш вебинар, чтобы вы могли в Google Meet зайти и задавать вопросы тут тоже. Хорошо? Марина, продолжайте, пожалуйста. Угу. Я не буду дуже залишатись на цьому пункті, на цьому слайді, бо ми, в принципі, проговорили вже підстави для тимчасового контракту. Єдине, що важливо, для чого ми взагалі повинні мати ці письмові докази наших трудових відносин, щоб потім, якщо будуть якісь претензії, щоб ви мали, наприклад, точну назву фірми, так, і де вона знаходиться, юридична адреса. Це все має бути прописано або в контракті, або просто в інформації, яку вам роботодавець надає в якості підтвердження трудових відносин. Тому що якщо складуться так обставини, що вам треба щось вимагати від роботодавця, сплатити вашу зарплату або ще щось, то ви маєте писати офіційний лист і, відповідно, направляти на юридичну адресу фірми. Тому важливо мати підтвердження трудових відносин. Сторон договору, про це я зараз і говорю якраз. Дуже важливий пункт, іноді зустрічається такий пункт, що є опис діяльності, на яку посаду вас наймають, а також зазначено, що роботодавець залишає за собою право направляти вас на якусь іншу діяльність, яка відповідає вашим здібностям та можливостям. І важливо, якщо такий пункт є, краще запитати роботодавця заздалегідь, що саме, яку саме роботу ви ще можете виконувати, окрім ваших основних обов'язків. Щоб не було так, що буде це несподіванкою для вас, якісь додаткові обов'язки. Також це стосується і робочого місця. Може бути вказано, що робоче місце знаходиться в одному місці, наприклад, але роботодавець залишає за собою право направляти в інші філії. Теж, якщо є такий пункт, важливо прояснити, куди саме вас роботодавець буде направляти, а в кращому випадку навіть попросити його прописати це в контракті, щоб не було таких ситуацій, що вас відправляють кудись туди, де ви просто фізично можете працювати і туди дістатись. Так, будь ласка, ДП. Ви можете задати своє питання. Так, перепрошую, я просто з аккаунту чоловіка, мене звати Анастасія. У мене таке питання, місце роботи більше вид, так, як здійснюється робота, тобто хоум-офіс віртуально і присутність в офісі. Тобто, якщо це не прописано в контракті, наприклад, але роботодавець хоче замінити цей вид і, скажімо так, викликати співробітника для роботи в офісі. Це вже є порушенням, якщо, наприклад, співробітник каже, мені це не підходить, цей варіант, тоді роботодавець повинен якісь виплачувати, як з його ініціативи розірвання договору, чи це все ж порушення співробітника.
якщо в контракті це не зазначено? Це момент внутрішніх домовленостей. Вони мають бути якось прописані, або навіть просто через імейл вам роботодавець повідомляє, що ви маєте право працювати в хоум-офісі. І якщо ваша робота не прописано, що вона тільки в хоум-офісі, якщо це не прописано в трудовому контракті, то, звичайно, роботодавець в будь-який момент може відкликати вас з хоум-офісу в нормальний офіс, і ви маєте працювати в офісі. Зазвичай в робочому контракті все ж таки вказується місце роботи. Якщо воно не вказується, то тоді вже це регламентується внутрішніми положеннями. Так, Секундочки. Тут есть еще... говорите, пожалуйста, Анастасия. В контракті прописано віртуальний офіс, але не прописано, якщо роботодавець хоче це змінити. Будь-які зміни вносяться в наявний трудовий контракт письмово із згодою обох сторін. Він не може в односторонньому порядку змінити цей пункт трудового контракту. Дякую. Я хочу еще обратить внимание, что место работы у вас должно быть указано даже из соображений уплаты налогов, потому что когда вы подаете налоговую декларацию, там есть пункт, можно в зависимости от расстояния от дома до работы там списывать немножко с налогом. Поэтому важно, чтобы у вас было место работы указано. Просто имейте это в виду. Так, Антон у нас опять. Да, еще раз здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если в договоре, да, есть вот такое примечание, что работодатель может дать какую-то другую еще работу дополнительно, если человек, например, работает поваром, а ему его работодатель, не знаю, просит или заставляет, там, я не знаю, сесть за руль автомобиля и поехать, там, я не знаю, в супермаркет на закупки. Этот пункт То, касается... что не касается его напрямую, его должностных, скажем так, обязанностей, на которые он пришел. Этот пункт, он касается, так и пишет обычно, что работодатель оставляет за собой право направлять на те обязанности, которые отвечают способностям и возможностям работника. Если у вас нет прав, то у вас никто не обяжет это сделать, либо по каким-то другим причинам. Ну, это из жизни ситуация, или вы просто фантазируете? Нет, Сейчас. это реальная ситуация из жизни. Я работал поваром. В какой-то момент меня просто после работы подходит шеф и говорит: а вот давай ты сегодня поедешь там в метро. То есть ты сегодня не будешь на кухне работать, а поедешь куда-нибудь. Ну, если такой пункт есть, теоретически действительно работодатель может, особенно в маленьких фирмах это практикуется. Здесь уже вопрос ваших взаимоотношений с работодателем. Вы можете отказаться от выполнения каких-то дополнительных обязанностей. Работодатель, в свою очередь, может не продолжать с вами трудовые отношения или же уволить, если позволяет ему трудовое законодательство и ваш контракт. То есть я ему не говорил, что у меня есть права на там категорию, там, я не знаю, на какую категорию, неважно, там, на автомобиль, который он мне предоставляет. Ну, то есть, почему я должен брать свой автомобиль, например, использовать, или взять, опять-таки же, рабочий автомобиль? Ну, Антон, это очень не частый совсем как бы случай. логичная такая история, потому что, ну, я пришел на одну должность, а фактически меня заставляют, там, я не знаю, ремонтируйте машину. Это не входит в мои обязанности. Я понимаю что-то в машинах, например, но мне говорят: иди ремонтируй, ты же понимаешь? Если есть такой пункт в трудовом контракте, теоретически работодатель может от вас требовать все, что угодно. Вы, в свою очередь, можете не выполнять эту работу, и вы можете также сменить работу, если она вам не подходит. Давайте пойдем дальше. Да, пожалуйста. Так, ну вроде бы пока вопросов нет. Так, щодо робочого часу,
В цілому робочий час регламентується трудовим контрактом. Але я би хотіла зосередитися саме на перероботках, на Überstunden. Якщо у вашому контракті вказано, що у вас почасова оплата труда, Stundenlohn, то тут дуже важливо розуміти, скільки ви працюєте за контрактом на тиждень робочих годин, і дуже важливо всі свої робочі години контролювати і вести щоденник ваших робочих годин. До речі, я відправляла організаторам нашу табличку, ви можете теж її скачати. І якщо у вас погодинна робота, то ви можете використовувати цю таблицю для ведення робочого часу. Бо, в принципі, за законом роботодавець, він зобов'язаний вести облік робочого часу. Але самі розумієте, що він може вести його не так, як відповідає вашій реальності, вашій роботі. Тому важливо, щоб ви теж вели облік вашого робочого часу, і в ідеальному варіанті це звіряти його, цей графік, з роботодавцем під його підпис. Ще відносно Überstunden. Вони дуже важливо зважати на те, що прописано в контракті в робочому. Я вже казала про те, що якась частка перероботок може бути включена вже в фактичний гехальт, фактичну оплату за місяць. Це дуже розповсюджена практика. Іноді люди не звертають увагу на цей пункт, і потім не розуміють, чому вони повинні робити перероботки, але не отримують за це додаткову зарплату. Іноді, на жаль, може бути такий пункт, що якась кількість Überstunden взагалі не сплачується. Або надається компенсація за них вільним часом. Треба конкретно читати пункти трудового контракту щодо Überstunden. Також треба також враховувати те, що іноді взагалі може не стояти пункту про перероботки. І в цьому випадку від вас, якщо роботодавець вимагає робити перероботки, це незаконно може бути, тому що пункта про Überstunden не існує, і це може бути порушенням ваших прав, тому що, виконуючи такі перероботки, ви ризикуєте тим, що вони просто не будуть вам ніяк компенсовані. І також треба зважати на те, якщо стоїть такий пункт про перероботки. Якщо він є, іноді так і написано, що роботодавець має право вимагати виконувати Überstunden від робітника. Якщо такий пункт є, то, звичайно, ви розумієте, що перероботки ви маєте виконувати. І при яких умовах треба знайомитись з трудовим контрактом щодо цього. Так, можно я добавлю про учет рабочего времени, просто такой лайфхак. Когда вы выходите на новую работу, в первый рабочий день вы просто спросите у своего начальника, а как мы вообще тут учитываем рабочее время? Как я должен отчитываться, куда-то вносить часы или как? И послушайте, что вам работодатель скажет. Вот так, у нас даже 2 руки быстренько. Зря я притормозил, Марина. 3 даже руки. Давайте, Александр. Только давайте покороче, наверное, вопрос. Если кратко, то просто совет уже из личного опыта. Присутствуют иногда просто ошибки у работодателя в учете рабочего времени. Поэтому это обязательно необходимо записывать и контролировать.
даже на полумесяца работы было, ну, грубо говоря, один день был украден. Два, вернее, даже два. То поэтому надо обязательно это делать. Все. Мгм. И паузы записывать, в том числе свои. Мгм. Паузы и рабочее время. Мгм. Так, Елена у нас следующая. Да, здравствуйте. Так, Да. а нужно ли требовать указания в контракте? Ну, то есть, если я вижу, что нет такого пункта, могу ли я попросить или спросить об этом? Планируются ли переработки и стоит ли требовать, чтобы и тогда указали этот пункт, как будет учет Да. Überstunde в контракте? Да, если такого пункта нет, то значит вы вообще не обязаны никакие переработки делать. Вы работаете только то количество часов, которое зафиксировано в трудовом контракте. Но трудовой контракт может основываться на Stundenlohn, на почасовой оплате. Мгм. Тогда по умолчанию у вас просто идет оплата за фактически отработанные часы в месяц. А, то есть если указан не оклад, а указана почасовая ставка, то тогда Да. просто подсчитывать количество своих часов и контролировать, Да. сколько оплачивается. Тогда это уже речь не об Überstunden, а тогда речь просто о контроле ваших фактически отработанных часов в месяц. Но тогда этот контракт, ну, если указано, что, допустим, контракт Teilzeit, и указано определенное количество часов, и указана почасовая ставка, то это какой будет? Нужно Überstunden? смотреть Ну, это точную будет формулировку. Lohnstunde. А, это хорошо, я поняла, да. Мгм. Нужно смотреть точную формулировку, потому что бывает написано в среднем количество часов 20 в неделю, Teilzeit. Но в среднем это ничего не значит. Вы можете работать и 10, и 25, и 30. Понятно. То есть Спасибо. такой хитрый момент. А как Нужно еще такой вопрос про то, что вы сказали по поводу учитывать и свои паузы. Что подразумевается под паузами? Пауза – это То есть и пауза. походы в туалет или налить себе чашку кофе и сесть за стол, это же не паузы? Нет, это не пауза. Пауза регламентируется вашим трудовым контрактом, внутренними положениями и законом. По закону после 6 часов непрерывной работы положена пауза 30 минут. И после 9 часов положена пауза 45 минут. Ага, все, спасибо. Это основные положения. Остальное регламентируется внутренними положениями фирмы. Мгм. Ясно, спасибо. Ольга, пожалуйста. Добрый день. Скажите, пожалуйста, если указан у меня оклад, и в контракте указано 5 рабочих дней в неделю, 8 часов, но есть Zeiterfassung, и стоит в нем 173 часа в месяц. Но есть, допустим, короткий месяц, февраль, в котором, в принципе, физически невозможно отработать такое количество часов, или, допустим, там 30 дней или 31 день, да, допустим, в месяц получается. И получается, что мои реально отработанные Überstunde съедаются вот этими Zollstundами. Допустим, вот в коротком месяце, в феврале, вот у меня там съелось какое-то количество часов Überstundов. Вот это как-то, это незаконно или это нормально это работает? Если у вас оклад, вам положен оклад, который прописан в вашем трудовом контракте каждый месяц, независимо от того, проработали вы меньше или больше. Но если вы делаете Überstunden, нужно смотреть пункт касательно Überstunden, как они компенсируются, предусмотрена ли компенсация за них. Не, вы говорите, у вас оклад. Но просто пишут у меня в Zeiterfassung, пишут, что, допустим, вот февраль, Zollstunden 173. Ну, допустим, их невозможно в феврале отработать. И они мне пишут, да, минусом. Я им должна, допустим, там 8 часов работы, да. И если у вас оклад, переходит он на следующий месяц, да, если это оклад. Если у вас оклад, вы должны получать ваш оклад ежемесячно, независимо от того, сколько часов у вас работы в месяц. У вас оклад. То есть фактически получается, что нет смысла, допустим, нарабатывать себе эти Überstunde, они потом все равно съедаются вот этими минусами, да?
Нужно смотреть ваш контракт. Мне сложно. Ольга, я прошу прощения, у вас немножко индивидуальный вопрос, пока в контракт не... Не, я просто наверное, нет, по поводу вот зольштунден, которые физически, вот короткий месяц, их невозможно столько вот, ну, Не, физически. я еще раз подчеркну, что просто это пока не прочитаешь ваш договор, То есть это непонятно. частный случай, Да. грубо говоря. Да. Да, все, спасибо. Пока могу предварительно сказать, что если оклад прописан, значит, вот этот конкретный оклад вы должны получать каждый месяц, независимо ни от чего. Мгм. Спасибо. Так, и Елена у нас еще. Ще таке питання. У мене у контракті Тальцайт прописано 25 годин на неділю, але я не відпрацьовувала це. Ну, заробітна плата була трошки менша. А якщо переработка, почасова, в мене почасова оплата. Якщо переработка, вона мені має право більше заплатити чи ні? Якщо у вас вказано лон або штунденлон за годину, то тоді ви маєте отримувати кожен місяць за фактично відпрацьовані часи. Ага, тобто, якщо я правильно поняла, це я можу отримувати більше 25 годин на неділю, правильно? Так, якщо у вас штунденлон, почасова, погодинна оплата праці, тоді ви можете взагалі по-різному отримувати, і менше, і більше. В залежності Ага, від кількості. Да, дякую. У мене почасова, дякую. Угу. Так, Добре. дальше идем. Так, ну, про мінімальну заробітну плату, в принципі, здається, всі знають, що вона на сьогоднішній день складає 12 євро 82 центи. І тут важливо, я сьогодні трошки цей момент, відповідаючи на якесь запитання, вже казала, що вам треба, якщо у вас оклад, гехальт за місяць, зарплата, вам треба розуміти, що кількість відпрацьованих годин не повинна коштувати менше, ніж 12 євро 82 центи за годину. На це треба звертати увагу в контракті. Бувають, на жаль, порушення навіть відносно цього закону, хоча він є найголовнішим, можливо, в трудовому законодавстві Німеччини. Тому треба рахувати фактичну вартість вашої праці за годину. Так, Probezeit. Це в нас випробувальний термін. Одразу хочу сказати, що є поняття Probetag і є поняття Probezeit. Це різні поняття. Probetag – це дуже розповсюджена практика в Німеччині, коли вас запрошують просто на пробний день, чи два, чи три, попрацювати, придивитись один до одного, і в цьому випадку вас не реєструють, вас не наймають офіційно на роботу. Ніякі там номери соціального страхування і таке інше вас не питають, ви просто виходите, ознайомитесь з роботою, щоб на вас подивились і щоб ви подивились. Але це не може тривати більше, ніж пару днів. Тобто, якщо вами користуються так, що ви вже там другий тиждень таким чином працюєте, це незаконно. Ви працюєте там нелегально і безоплатно. Це не має так бути. Тому потрібно відрізняти ці два поняття Probezeit від Probetag. На 1-2 дні придивитись один до одного – це нормально. Більше – це вже ненормально, вас повинні найняти по трудовому контракту. І Probezeit, випробувальний термін, це частина трудового контракту. Не може бути так, що Probezeit триває, закінчується, а потім вам
як деякі люди кажуть, продовжить трудовий контракт або не продовжить. Такого поняття не існує. Probezeit – це вже і є трудовий контракт. Єдине, чим відрізняється цей період від іншої роботи після Probezeit, це те, що в цей період роботодавець має право вас звільнити в будь-який момент без причини. Причина може бути взагалі не вказана. Це може бути під час відпустки, це може бути під час лікарняних, в будь-який момент. Єдине, що має бути виконано, це попередження. Строк попередження під час випробувального терміну складає 2 тижні. Тобто роботодавець має право вас звільнити без причини, але звільнення має бути видане письмово, бо в Німеччині усного звільнення не існує. Я ще буду сьогодні пізніше про це говорити. І строк повідомлення в такому звільненні під час випробувального терміну має бути 2 тижні. Тобто ви отримуєте цей лист про звільнення, відпрацьовуєте ще 2 тижні, і потім ви вільні. Так само стосується і вас, як робітника. Ви теж маєте право без причини розірвати трудові відносини під час випробувального терміну, але зі строком попередження 2 тижні. Тобто ви пишете від свого імені звільнення, і строком 2 тижні відпрацьовуєте, і потім ви вільні. Це що стосується Probezeit. Право на відпустку. Ага, Марина, будь ласка. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, а повинно бути в контракті прописано, що це Probezeit, наприклад, наскільки я знаю, не більше 6 місяців, так? Цей Probezeit може бути? Так, не більше. То це повинно бути прописано в контракті, бо я йду з 1 числа на роботу, але я ще контракта не бачила. Через то для мене це дуже актуально, щоб я нікуди не втрапила. І мене ще цікавить таке питання, якщо, наприклад, там написано, і я 6 місяців відпрацювала, повинен бути новий контракт, чи він продовжує автоматично? Угу. Ну, по-перше, пробного періоду взагалі може не бути, випробувального періоду, тому коли ви отримаєте контракт, ви просто подивитесь, чи є там Probezeit, чи немає, і скільки він становить. Максимально може становити 6 місяців, а може Probezeit взагалі не бути, такі контракти теж існують. І щодо продовження чи не продовження, як я вже казала, Probezeit – це частина трудового контракту. Трудовий контракт не продовжується після випробувального терміну, він просто існує далі. Тобто не потрібно знову заключати новий трудовий договір, так? Ні, ви просто проходите цей період, наприклад, 6 місяців пройшло, вас не звільнили, ви не звільнили, значить трудові відносини тривають далі. Ага, зрозуміла, дякую. Сори, меня выкинуло. Тут вопросы я вижу. Марина, пожалуйста. Я вже задала, свої питання, дякую. Я не знаю, у меня есть просто замечание, меня выкинули, не замечание, а дополнение. Во-первых, по Probezeit. Значит, смотрите, важно, чтобы у вас даже был все равно документ, что вы работаете, что у вас есть какой-то договор, что это Probezeit. Потому что очень любят по-черному работать на стройке, вот так вот, Probezeit, вот, а потом приходит полиция с Arbeitsagentur, и у вас нету никаких документов, что вы, почему вы тут находитесь. То есть все равно надо задокументировать. И у меня вопрос, и еще тут Марина, наверное, больше даже подскажет, а как, если несчастный случай произойдет в Probezeit, как со страховкой? В Probezeit вообще на стройке, конечно, это нонсенс, потому что это изначальное уже нарушение трудового права, и работодатель обязан зарегистрировать
по несчастным случаям всех своих работников, включая практикантов. Мгм. То есть это ответственность работодателя, если он не зарегистрировал. Пробы так больше уместно для каких-то офисных позиций, да, когда человек приходит просто в офис, присматриваются к друг другу. Но, конечно, идти на стройку, на пробы так, такое себе предприятие. Нет, Сомнительное. просто там предлагают же как, мы тебе наличкой по-черному заплатим, это ж вот так работает. Просто Это имейте в виду, не черная работа и попадайте. ее риски. Да, вот. И теперь по поводу пробы сайт. У меня тоже подсказочка, что в эту игру можно играть вдвоем, что у вас тоже есть право в течение 2 недель уволиться, поэтому пробы сайт – это идеальное время, вы одну работу нашли, но вот и искать следующую лучше, удобнее всего как раз, когда вы на испытательном сроке. Вы своему работодателю следующему говорите, что я могу через 2 недели приступить к работе. Позже там уже месяц, там уволиться чуть-чуть это сложнее будет. Так что имейте в виду это. Мгм, спасибо. Так. Право на відпустку. Право на відпустку є у всіх, включаючи міні-джоберів. Бо іноді люди, які працюють на міні-джоб, це така розповсюджена практика серед українців, в тому числі, коли людина ще залежить від джоб-центру, бере собі міні-джоб, вчить мову паралельно і так далі. Ви маєте знати, що право на відпустку у вас в тому числі є, як і право на лікарняні, до речі. Тобто ці права на відпустку мінімум 20 робочих днів при 5-денному робочому тижні, в усіх випадках інших в залежності від робочого тижня. Тобто, якщо ви працюєте 6 днів на тиждень, то відповідно збільшується і кількість відпустки. Якщо менше днів на тиждень, то пропорційно зменшується кількість днів відпустки. Рахуються тільки ваші конкретні робочі дні. Не рахуються вихідні, не рахуються свята в цій федеральній землі, де ви працюєте. Тобто, наприклад, якщо це міні-джоб у вас, і ви працюєте, наприклад, це підробіток 2 дні на тиждень, то у вас за законом є 8 днів робочих на рік відпустки. Перенесення відпустки так на наступний рік неможливе, але якщо це вимога роботодавця, що ви не можете піти у відпустку в цьому році, і вона у вас накопичується, то ви можете за домовленістю із ним перенести її на наступний рік до 31 березня. І ще такий нюанс, якщо відпустка накопичується і ви її не можете використати, вона у вас якби є і не компенсована, то за законом компенсацію за невикористану відпустку ви можете отримати тільки із перериванням цих трудових відносин. Тільки після звільнення. І є такий нюанс, буває так, що у людини копиться ця відпустка, і навіть є ситуації, коли за минулі роки ця відпустка накопичується. І іноді люди думають, що вона повністю згорає, тому що ви її не використали. Іноді це не так. Іноді вона нікуди не згорає, нікуди не дівається, і із звільненням ви маєте повне право на компенсацію невикористаної відпустки за всі роки, які ви працювали. Єдина умова – це те, що роботодавець вам письмово не нагадав про те, що ви маєте взяти відпустку, використати її за цей рік, наприклад. Якщо такого письмового
такої письмової вказівки від роботодавця не було, то ви теоретично маєте право на грошову компенсацію невикористаної відпустки після звільнення. Мгм. Поднятая рука у нас, Елена. Да, у меня такой вопрос. Отпуск считается вот с месяца начала работы и год, или, допустим, если я иду на работу в сентябре, то у меня вот есть 3 месяца за этот год до Нового года, ну или сколько там, до Нового года, а потом с Нового года Новый год начинается. Как? Да, отпуск считается по календарному году. То есть если вы приступили к работе в сентябре, то у вас, соответственно, остается пропорционально отработанным месяцам в этом году отпуск. Должен быть рассчитан пропорционально отработанным месяцам. То есть у вас останется сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. За 4 месяца вы получите ваши отпускные, ваш отпуск за 4 месяца. То есть я имею, или мой этот отпуск, допустим, за этот год приплюсуется уже просто к следующему году? Нет, вы имеете право в декабре, например, взять отпуск за 4 месяца, которые положены вам пропорционально вашему трудовому контракту. Например, в году у вас 20 дней отпуска, соответственно, за 4 месяца вы должны пропорционально разделить, сколько у вас положено отпуска за 4 месяца. Ага, понятно. То есть так он рассчитывается, и можно его уже как бы использовать, брать, да? А потом с Нового года идет Новый год, с января месяца, и это идет... А как регулируется вопрос вот с сотрудниками, если дети школьники, несовершеннолетние, то есть и у многих сотрудников, то есть там просто по плану, по составленному графику отпусков это... Законом не регулируется никак, когда конкретно работник имеет право брать отпуск. Это только внутренние договоренности между работодателем и работником. Но, как правило, в Германии учитываются в первую очередь пожелания родителей школьников. С детьми, да. Угу. Понятно. Хорошо, да. Спасибо. Так, у нас вопросы написали пару человек. Первое, если 39-часовая рабочая неделя, сколько дней отпуска должно быть? Ну, по закону минимально 20 дней, если вы работаете 5 дней в неделю. Нужно смотреть не на количество рабочих часов, а на количество рабочих дней в неделю, потому что эти 39 часов вы можете теоретически работать 4 дня в неделю, например, а можете и 6. От этого зависит количество дней отпуска. Значит, дни отпуска еще, смотрите, подсказка, это может быть элементом торговли. Вот вы на собеседовании там начинаете торговаться насчет зарплаты, вы видите, что вот до какой-то довели работодателя до какой-то границы, понимаете, больше его он не заплатит. Ну, говорите, ну так давайте тогда на 5 дней больше отпуск будет. Ну, 5 не даст, 2-3 лишних дня выторгаете таким образом. Так, и вот, считаются календарные или рабочие дни отпуска? Только рабочие дни ваши конкретно. Угу. Угу. Понятно. Так, теперь поднятые руки у нас. Кто первый? Виталий. Алло, еще раз добрый день. Добрый. У меня такой вопросик. Сколько по стандарту, вернее, какая сумма или какой процент от заработной платы оплачивается отпуск? В каком процентном эквиваленте, как вот посчитать, вот, сколько должны заплатить за отпуск? Это если первый год работы. Может, там в дальнейшем, чем больше работаешь, чем больше сумма оплаты отпускных дней? Нет такого процента, есть ваша оплата труда, исходя из нее и начисляются отпускные. Если у вас оплата труда почасовая, то, соответственно, вам будет начисляться отпускные в среднем, сколько вы работаете часов в месяц.
и сколько стоит ваш час работы. Исходя из этого будут начисляться отпуски. Ага. То есть они, отпускные, оплачиваются в полном 100% объеме, да? Это зависит от того, сколько, как прописан оклад. Если у вас оклад, либо у вас штунденлон, почасовая оплата, в зависимости от этого считаются ваши отпускные дни. Конечно, если у вас оклад, то эту сумму вы получаете ежемесячно, независимо от того, были вы в отпуске или не были. Это просто ваш оклад ежемесячный. Угу. Все, Если- вот это хотел узнать. Нет, просто я слышал, что больничные могут оплачиваться меньше, когда меньше отработал, там 70% или 80% от ставки, а отпускные оплачиваются 100% из расчета 8-часового рабочего дня. Больничные тоже оплачиваются 100% до 6 недель больничных. Затем, да, Даже так? Кранкенкасса оплачивает меньше, да, там 90% от вашей зарплаты. Ну, супер. Вы мне сразу на 2 вопроса ответили. Замечательно. Я вам только чуть-чуть это имейте в виду все, когда вы на новой работе, то первые 28 дней на новой работе не оплачивается больничный. Ну, у Кранкенкасса. меня годовой контракт, и первые 3 месяца были испытательные, уже не прошли. Поэтому Да. в дальнейшем Не, ну, вот это меня интересуют отпускные. Остальные, у нас много людей просто, кто-то только приступит к работе. Так вот, чтобы знали, первые 4 недели болеть можно только за свой счет. Так, следующий у нас Skyline. Все, спасибо за ответ. Добрый вечер. Интересует во время пробного периода, пробы сайт, который, допустим, полгода, можно ли брать отпуск? Пусть там 1-2 дня. Да, можно. Спасибо. Да, можно. Мгм. Так, Елена у нас снова с рукой поднятой. Я вот как раз вспомнила по поводу больничного и отпуска, вспомнила вопрос. То есть если ты заболел во время отпуска, ну, допустим, какая-то серьезная болезнь, то стоит брать больничный, предоставлять его работодателю для того, чтобы как бы приостановить свой отпуск, а потом нужно дополнительно сообщать работодателю, что я хочу закончить свой отпуск, или можно прервать и потом взять отпуск. Это как оформляется или регламентируется? Это по желанию, по договоренности? Да, отпуск сокращается на количество больничных дней. То есть и потом я могу попросить, То есть что если я вы, хочу догулять свой отпуск, грубо говоря, если я отболела 7 дней, ну, вот 7 дней, или это ты уже договоришься? Это уже по договоренности, да, это уже будет следующий отпуск ваш, да. То есть просто в этом случае у вас отпуск заменяется больничными, и отпускные дни у вас остаются не расходован ваш отпуск, который остается в наличии. Сразу после больничного, либо когда-то там в будущем, это уже как договоритесь далее. Ага, то есть этот момент обговаривается. Во время больничного... Угу. Нет, давайте я все-таки проговорим, потому Да, что я сам как бы работодатель. Значит, смотрите, во-первых, вы в отпуске заболели. Значит, правилом хорошего тона считается, что я вам это, что я вот заболел, то есть больничные там справки будет, надо предупредить, так, когда вы заболели. Потом хорошо бы предупредить, если вы все в отпуске, что вы выздоровели, так? Ну, там где-то там отправить по почте, там просканировать эти больничные, или если вы в отпуске за границей какие-то справки, все равно работодателю желательно что-то отправить. Дальше. Это не значит, что если вы, допустим, ушли на 3 недели в отпуск, 3 дня проболели, это не значит, что вы можете на 3 дня позже выйти из отпуска. Вернее, можете, но вы хотя бы по телефону об этом со своим начальником договоритесь. Вот. А нет, значит, вы выходите через 3 недели, но у вас просто, допустим, у вас отпуск, допустим, 28 дней, вы взяли 3 недели, там сколько это, 18, то есть у вас потрачено 15, остальные отпускные дни остались. Ну вот как-то так. Да, все понятно. Так, хорошо, Наталья у нас следующая.
Так, Наталья, вы с нами? Нет, тогда Виталий давайте Алло. еще. Вы вот все, Наталья. Да. Я поки розбиралася, як з телефона підключитися. Дякую. Питання наступне. Якщо викладацька діяльність, і якщо на фольцайт контракт підписується з поясненням, що не дають повну ставку через те, що попередньо не було досвіду роботи в Німеччині, і дають 67% ставки при 27 годин Unterrichtseinheit, тобто тільки академічні години рахуються почасово на тиждень. При тому виходить, що вся робота підготовча до занять, перевірка тестів, підготовка тестів, домашніх робіт і так далі не враховувалась. Яким чином з роботодавцем виясняти ці питання, тому що фольцайт при 27 годинах в аудиторії безпосередньо вимагає абсолютно певної підготовки, і на це йде дуже багато часу і більше часу, ніж в аудиторії, які не оплачуються. Так. Марина, вы с нами или зависли? Так, Марина, мы вас не слышим, зависли. Так. Так. Наталья, как-то вы начинайте говорить, Марина. Да, Марина, я вас чую. перше, я половину не вами. Я з вами, ви мене чуєте? Да, сейчас слышим. Окей. Я не зрозуміла. Я половину не почула питання Наталі, але я можу сказати, що пункт про те, що ваша підготовка до занять і якась робота, яка виконується після занять, що вона не включена в ваші години роботи, це не є законним. Яким чином аргументувати це в перемовинах з роботодавцем? Я маю якісь пункти зазначати? Чи Я вам можу як? все написати, які пункти, яких конкретно законів вони мають дотримуватись, але це ваше право підписати чи не підписати такий трудовий контракт. На жаль, це практика саме в викладацькій діяльності, вона така розповсюджена. Я вже зіштовхувалась з такими трудовими контрактами саме на курсах мовних, коли намагається роботодавець трудовий контракт по найму підтягнути під контракт із фрілансером. Це, на жаль, така є практика. Але якщо це трудовий контракт за наймом, то він має відповідати трудовому законодавству. А трудове законодавство говорить про те, що якщо роботодавець вимагає виконувати якісь завдання і знаходитись на місці робочому, це є вже робота, і вона має враховуватись в робочий час. Все інше – це вже фантазії роботодавця відносно цього. Ви можете до мене звернутися, я вам можу відправити конкретні висновки судів щодо цього питання. Чим аргументувати зміни в цьому контракті. Але, як я вже кажу, це нормальна в кавичках практика у таких учбових закладах, мовних школах. І просто може бути так, що з вами не підпишуть такий контракт, якщо ви будете якісь свої пропозиції вносити, бо їм так вигідно робити. Ні, там просто є гонорар фертрак, це
установлена практика, да, і є Vollzeit, тобто нормальний за наймом контракт, який абсолютно, ну, така нормальна практика, як у всіх. І якщо ви зможете мені надати інформацію, то, будь ласка, якщо передбачено, що на підготовку є оплачуваний час за Vollzeitvertrag, не гонорар, да, не selbstständig, то скільки часу на годину роботи викладача має виділятися оплачуваних на підготовку цього заняття або опрацювання Мені треба робіт бачити цей учасників контракт. курсів? Дякую. Мені треба бачити цей контракт, щоб я могла його прокоментувати, бо мені не дуже зрозуміло, що мається на увазі Vollzeit, і при цьому якась погодинна оплата, як ви тут, ну, як я розумію. Тобто це протиречить один одному. Так, хорошо. У нас там часопол осталось. Виталий, пожалуйста, только немножко так быстрее, если можно. Вопросик могу я спросить не про отпуск, а про больничный? Да, пожалуйста. Значит, такой вопросик. У меня планировалась маленькая операция, и я работаю водителем на автобусе. Я об этом сообщил диспетчеру. И он мне взял, поставил специально на дни операции, там 3 дня, специально выходные поставил. Вообще законно ли это, то, что он мне поставил, это выходные? И будет ли мне оплачиваться, даже если у меня будут больничные эти дни? То есть по графику, у меня как бы такая фирма частная, они как бы прописан минимум 167 часов, но все равно платят платят от скольки часов я отработал, то есть вот так платят. И зная, он меня спросил, когда операция напланирована, я сказал, и он, смотри, поменял мне график и поставил мне на эти дни выходные. Я так понимаю, это сделал специально, чтобы мне не платить за эти дни. И вообще, законно ли, опять, законно ли это с его стороны, с диспетчера, и будут ли мне оплачиваться эти дни, если они у меня уже стоят по графику выходные, если у меня будут больничные. Нет, за эти дни вы можете предоставить больничные, они обязаны изменить их на больничные. Супер, супер. Все, спасибо. Так, идем дальше. Угу. Додаткова діяльність – це дуже розповсюджений пункт. Це означає, що якщо у вас є основна робота, і ви хочете взяти собі підробіток, то зазвичай, якщо цей пункт є в наявності в трудовому контракті, ви маєте узгодити це письмово із вашим основним роботодавцем. Це для чого робиться? По-перше, для того, щоб ви не працювали на конкурентів. Роботодавець основний, він має право знати, де ви ще працюєте, що ви ще робите, щоб це не була конкурентна діяльність якась у вас. А також він, як основний роботодавець, несе відповідальність за виконання основних умов охорони праці, щоб ви, не дай Бог, не працювали більше норми, як положено працювати в Німеччині, щоб ви не були дуже, щоб ви не робили дуже багато годин. Тому з точки зору охорони праці він теж несе за вас відповідальність і має право знати, скільки годин ви працюєте додатково на іншого роботодавця, якщо ви маєте додаткову роботу. Це важливо, якщо цей пункт є, обов'язково із роботодавцем основним треба узгоджувати письмово вашу додаткову роботу. Бо інакше, якщо роботодавець основний дізнається про те, що ви взяли, наприклад, міні-джоб і з ним не узгодили, він має повне право вас звільнити через порушення умов трудового контракту. А саме цього пункту Nebentätigkeit. Понятно. Но я только дополню, что вы имеете право, вы обязаны предупредить, но он, работодатель, не может по своему, так сказать, в зависимости от настроения сказать да или нет. Он обязан аргументированно отказать. Если он не может аргументированно отказать, он должен подтвердить. Так, ну что, опять 2 поднятые руки. Елена, пожалуйста.
А можно ли оформлять selbstständig, как и Nebentätigkeit, ну, по согласованию тоже, на ту же самую деятельность, допустим, как и фирма? Если работодатель ваш не возражает, то можно, конечно. Спасибо. Но Так, это может быть Виталий. расценено как конкуренция, да? Мгм. Виталий, пожалуйста. У меня такой вопросик. Сколько тогда часов вообще можно работать в Германии? Если у меня по стандарту уже есть 167 часов, могу я ли к этим часам взять еще мини-джоб? Ну, скажем У так, другого работодателя, у другого, не у этого. считается в целом до 48 часов в неделю максимальное рабочее время. 96 это 200, в общем, около 200 часов, где-то так вот, может даже чуть больше, я могу полностью работать в Германии. Это 48 нужно умножить на 4, 33, потому что в месяце больше, чем 4 недели. Ну да, Соответственно, конечно. получится где-то 280 часов, максимальное допустимое рабочее время. Это, Да, говорите, да, дослушаю. ну, это в стандарте. Есть исключения, которые регулируются тарифными соглашениями, это уже отклонение, так скажем. Но в среднем это вот такая цифра, 207-208 часов. То есть, я так понимаю, это я должен контролировать, сколько часов я буду работать на мини-джобе, чтобы не превысить эту сумму 48 часов в неделю. Вы должны вашему основному работодателю письменно доложить, что вы хотите взять мини-джоб, и там такое-то количество рабочих часов в неделю. И это его обязанность, основного работодателя, учесть, чтобы ваше общее рабочее время с ним не превышало максимально вот эти 208 часов в месяц в общей сложности. Это его ответственность как... Но если у меня дело в том, что такая работа... Так, Виталий пропал у нас. Алло. Да. Слышно меня, нет? Алло. Да, теперь да. То есть, по-любому, работодатель основной должен знать о моей намеренности подработать на мини-джоб. Да. Да, если такой пункт в договоре есть, вот этот Nebentätigkeit, то тогда... Какой бы может быть аргумент в отказе от работы? Только превышение рабочих часов? Или же прямая конкуренция. Угу. Или же прямая конкуренция. То есть в основном только два таких, да? Или превышение часов, или Ну, у прямая вас, конкуренция. если я правильно понял, вы работаете водителем автобуса, Да. у вас должны быть еще требования к безопасности, должно быть определенное количество часов отдыха перед сменой, там пауза во время смены и так далее. То есть у вас особая работа, там дополнительные требования. И к вам могут из-за этого отказать, что вы не будете достаточно отдохнувшим. Ага. Режима отдыха, труда и отдыха, Да, нарушение режима труда и отдыха. Хорошо, поехали дальше. Все, спасибо, да. Про оплату ми сьогодні вже трошки говорили, що важливо розуміти, що ви отримаєте Gehalt або лон, і від цього вже відштовхуватись, якщо у вас прописано в трудовому контракті оплату за місяць Gehalt, то ви цей Gehalt маєте отримувати кожен місяць, незалежно від того, скільки ви годин відпрацювали, можливо, менше. Навіть якщо немає роботи, це вже ризики підприємницькі вашого роботодавця. Він має сплачувати оговорену заробітну плату за місяць. Але якщо мова йде про лон, тоді вже оплата фактично за відпрацьовані години. І зараз ми... Так, трошки розкажу про бруто та нетто лон. По-перше, ви можете скористатись таким калькулятором, він є в інтернеті, він називається Gehaltrechner, тобто калькулятор вашої зарплати.
І ви можете внести туди буквально пару пунктів і подивитись майже точну вашу заробітну плату на руки, яку ви будете отримувати з цієї зарплати брутто. Для цього вам треба внести ваш податковий клас. І я хочу сказати про те, що з цього питання дуже багато непорозуміння виникає серед українців, серед наших людей, бо люди цікавляться, який в них податковий клас. І я хочу сказати, що зазвичай у всіх у нас за замовчуванням перший податковий клас. Коли ми отримували першу прописку в бюргерамті або в бюргербюро, або в Рабхаусі, тоді ви могли внести свої дані щодо сімейного стану. Якщо ви ніяких даних щодо сімейного стану не вносили, то зазвичай у всіх за замовчуванням перший податковий клас. Якщо ж ви при прописці надали в бюргерамті перекладений, завірений сертифікат, тобто завірене свідоцтво про шлюб, тоді, скоріш за все, ваш податковий клас становить 4 для обох партнерів. І щоб його змінити, треба зробити відповідні дії. Тобто, навіть якщо ви маєте право на інший податковий клас, наприклад, на другий, це одинока мати або одинокий батько з дітьми, то навіть якщо ви маєте право на цей клас, він автоматично вам не встановлюється. Ви маєте на нього подати відповідну заяву в Фінансамт, надати відповідні документи і змінити його. Те ж саме стосується класу 3-5. Тобто, якщо ви подружжя, яке надало відповідно свідоцтво про шлюб в бюргербюро, і вас записали як людей в шлюбі, тоді автоматично ваш клас 4-4, і щоб його змінити на 3-5, це якщо одна людина, наприклад, працює в сім'ї, а інша не працює, або якщо досить різні заробітні плати, тоді вигідно змінити клас на 3-5, але це знову ж таки робиться за заявою окремою Фінансамт. І тут я вам в презентації трошки про це написала, як змінити ваш податковий клас. Тобто за замовчуванням призначається перший. Якщо це одинока мати або батько, ви маєте поставити відповідний антракт в Фінансамт, і треба надати Kindergeldbescheid, тобто лист від Фамілієнкаси щодо нарахування Kindergeld, а також вашу прописку, Meldebestätigung, де вказано вас і дітей або дитину в одному документі. І так само можна змінити клас на 3-5, якщо один партнер працює, або якщо один партнер заробляє більше, набагато більше, ніж інший. Це найпростіше всього робити через Ельстер. Ну, це вже окрема тема, можливо, Олег організує вебінар окремий із спеціалістом відповідним щодо цих всіх питань, але коротко я можу про це сказати, що найкраще це зробити іноді навіть до вашого виходу на роботу, щоб потім не витрачати на цей час. Тобто, якщо ви зараз ще, наприклад, залежите від джоб-центру і ви знаходитесь в пошуку роботи, то ви можете вже зараз змінити ваш податковий клас на той, що відповідає дійсності, щоб потім
на це не витрачати час. І ще такий момент, що якщо вам зарплату вже нараховують по одному класу, то перерахунку вже не буде. Тільки через подання податкової декларації за минулий рік ви можете повернути частково переплачені податки, які були переплачені на тому класі, на якому ви були неправильно нараховані. Вот тут вот я буду возражать просто на собственном опыте. Это именно, ну, по крайней мере, в нашей земле это работает так. Вот люди, допустим, условно поменяют сегодня с августа месяца этот свой класс там, и автоматически им пересчитают за прошлые месяцы, и это отразится в платежке, то есть как бы получат доплаты. То есть это именно действует, именно как по-немецки рückwirkend идет. Вот, это первое замечание. Второе, чтобы вы понимали, что вот эти вот все налоговые классы, это предварительное снятие налогов. Налоговые обычно снимают немного больше, чем нужно, и поэтому и выгодно подавать налоговую декларацию, то есть обычно вам возвращаются деньги. Это два. Третье, по поводу Эльстера или всего этого, смотрите в нашем YouTube-канале, есть прошлогодний ролик, но особенно ничего не поменялось, как украинцу вернуть налоги там назад переплаченные. Мы там за один вебинар заполнили налоговую декларацию прямо в прямом эфире, вот на таком вебинаре. Так, и еще такое предупреждение для мам с детьми, которые у вас, ну, случай часто, что мужья остались в Украине, то есть и отцы детей. Вот. Так вот, с точки зрения Германии и германского налогового права, вы тут матери-одиночки, то есть вам положен второй налоговый класс. Кажется, все. Давайте, Елена, ваш вопрос. Вот как раз по поводу матерей-одиночек, вот я хотела уточнить, что если как бы здесь, ну я возьму о себе, я тут, да, числюсь в джоб-центре как мать-одиночка, там написано у меня в документах, что есть доплата, но по факту-то я замужем, а мой муж в Україні. Да. І я питалась досліджувати це питання, і мне и чат GPT, и вообще Google выдают, что в таком случае у меня будет все равно первый класс, пока я замужем. Нет? Нет. Пока муж за границей, вы имеете право на второй класс. То есть у меня все равно будет второй класс. Вам нужно подать заявление и приложить Киндергельдбешайд и вашу прописку совместную с ребенком, и вам изменят на второй класс. То есть и даже пока я не работаю, я могу обратиться с этим же финансам? Да, я рекомендую это делать до того, как вы вышли на работу, чтобы не было вот этих всех перерасчетов, и чтобы вы не занимались этим уже во время работы. По факту начисления зарплаты. Да, спасибо. Так, теперь еще одна Елена, которая Олена. Добрый вечер. Добрый. На первый вопрос я уже услышала, что если муж в Украине остался, значит, я могу претендовать на второй класс. И второй момент, вот я еще ни разу не подавала декларацию, и менять, когда, в какой момент подавать заявку на смену налогового класса? Когда я подаю декларацию, до того или после того? Нет. Сменить класс можно в любой момент. А подать декларацию, вы как наемный работник можете за предыдущие все годы вашей работы в Германии. То есть это между собой не связано? Нет. То есть если я сейчас подаю декларацию сначала, мне пересчитывают как бы как по первому классу, а потом я меняю налоговый класс, и что? И дальше будете зарплату получать, вам будут начислять по второму классу. Вот. А пересчет вот этот рюквиркинд по второму классу не произойдет? Не, будет за этот год он будет.
Вот, смотрите, опять-таки, давайте это проясним тогда, чтобы вы были понятны, чтобы было понятно. Вот представьте себе, сейчас 24-й год прошел, вот человек был, мама с ребенком, она могла быть на 1 классе, она могла быть на 2 классе. Если она подаст налоговую декларацию, то в сумме с возвратом денег у нее в кошельке окажется ровно столько же денег, потому что 1 класс, 2 класс – это предварительное снятие налогов, как бы как предоплата по налогам, а потом идет окончательный перерасчет при подаче декларации. Вот. И Марина сказала, еще я теперь поправлю Марину, она сказала, что можно за предыдущие годы подать декларацию, можно подать за последние 4 года. Вот. То есть, ну, для украинцев это пока означает одно и то же, но в принципе, кто там дольше будет, так вот имейте в виду, что только за 4 последние года можно подавать декларацию. Потом ваши деньги сгорели. Так. Супер, спасибо. Так, Марина у нас тепер рука подняла. Так, це тема взагалі дуже важка. Дивіться, якщо я з 1 числа виходжу на роботу, то мені автоматично нараховується цей податковий клас, чи мені потрібно якось це регулювати? Хто це його нараховує? Бо я, наприклад, приїхала, я вказала, що я розлучена, і в мене була неповнолітня на той момент дитина. Зараз вона вже повнолітня. Та як мені зрозуміти з цим класом, і якщо раптом мені дадуть 1 клас, то У це вас мені є- самі потрібно? У вас і є 1 клас зараз до тих пір, поки ви не подасте заяву на зміну на 2 податковий клас. А на 2 податковий клас ви маєте право тільки, якщо дитина продовжує отримувати кіндергельд. Ага, тобто це я сама повинна буду міняти, так? Ну, це не роботодавець робить, це я самостійно роблю. Самостійно я от тут написала, який саме антракт треба подати в фінансамт. Угу. А якщо кіндергельд не получає, ну, раптом, то це, значить, все одно 1 клас, так? У вас буде 1 клас. Зрозуміла, дякую. Так, дальше Коленска. Так. Ладно, давайте. Вы будете говорить? Так, мы вас не слышим. Давайте пока ДП дадим слово, а потом... Так, від мене просто інформація з мого досвіду. На момент, хотіла я змінити податковий клас, на момент подачі чоловік в Україні, дитина зі мною, і мені фінансант відмовив і залишили мене на 1 податковому класі. Тобто, ну це був 22-й рік, може тоді вони ще не дуже розуміли, що і як робити, якщо чоловік в Україні, та це не Євросоюз. І ще такий важливий момент – дивитися в цих документах, чи є у вас там дитина. Бо я з дитиною скрізь реєструвалась, а податкова на мене дитину не зареєструвала. А це також там певні йдуть податкові відрахування, це для вас краще, щоб дитина була у вас внесена. Ну, это косяк бюргерам-то там это, то есть, скажем так, с вами неправильно поступили. Можно было бороться и протестовывать. Так, я Марину хочу предупредить. У нас 20:51. Сколько мы по времени? Давайте еще дальше работаем пока. Хорошо, понятно. Так, ну что, давайте Коленской еще раз дадим слово. Не слышим. Наверное, пишите. А пока Елене даем слово. Я хотела просто еще раз уточнить. То есть сначала нужно обратиться в финансамт с вопросом о том, какой у меня налоговый класс, или просто сразу давать вот этот антракт на 2 класс и все, без всяких запросов? Вы сразу можете подавать, потому что у вас не может быть никакой другой класс, кроме 1 сейчас. Понятно. Ну, просто я еще не работала, никаких отчислений за меня в финансамт нигде никаких не было. Это не зависит. Это не зависит. Понятно, спасибо. Уже он присвоен, и он 1. Да, спасибо. Так, ну что, последняя попытка, Коленска.
Так. Не, опускаем руки. Вот, написала, если у меня второй класс, обязана ли я подавать декларацию? Вот не помню, это вот чат GPT. Ответ простой, я вас боюсь обмануть, но спросите чат GPT, он ответит. Это легкий вопрос. Скорее всего, нет, потому что если по найму Да. человек работает, то вряд ли он Да. Но вам это обязан выгодно, подавать. советую подать. Но, возможно, выгодно было бы подать. Да. Мгм. Хорошо, давайте Да, дальше. особенно если проработали не полный год. Это самое... Это абсолютно верное замечание. Это касается всех. Неважно, какая у вас зарплата, какой класс и так далее. Главное, если вы в первый год работы, подавайте обязательно, вернете кучу налогов. А может и все, если мы мало месяцев проработали. Да. Это точно, абсолютно верно. Ну что, вопросов Да. нет пока. Так, ну, щодо міні-джоб, я цей слайд пролистаю, бо ми вже про це говорили. Міні-джоб – це не оподаткована робота, тому буде нараховуватись у вас по тальцайту, а який у вас податковий клас? Ну, ми зараз сказали, що за замовчуванням перший, якщо ви його не змінювали. Так, давайте перейдемо до цього слайду. Що робити, якщо я не отримую заробітну плату? Здається, був таке запитання в одному з питань в таблиці, Олег. Да, наверное, я их не помню наизусть. Мене чути? Да, мы слышим. Я попытаюсь, вы пока дальше рассказывайте, а я попробую найти его, хорошо, и озвучить. Угу. Так. Марина, вы с нами? Мы вас не слышим. Так. Так, у нас какая-то техническая заминка. Я пока отвечу Марии Алан. Там такой вопрос. Могу ли я во время испытательного периода 4 месяца в моей компании перейти по собственному желанию с тайлсайт на фольцайт? Или надо ждать окончания периода? Тобто така ситуація. Да-да. Да-да. Так, мы вас слушаем. Угу. Що робити, якщо я не отримую заробітну плату? Перша така реакція. Так, у нас опять какие-то технические проблемы. Я не знаю, может, Марина, или перезайти надо, или что-то, но потому что вас не слышно. Угу. Давайте я попробую. Хорошо. Вот, так я пока отвечаю на вопрос там перехода с 4 тайлсайт на фольцайт. Смотрите, по взаимному согласию можно делать все. То есть, если вы имеете в виду в рамках фирмы, то можно делать. И, насколько я знаю, испытательный срок от этого не удлиняется. Смысл испытательного срока это в том, и на самом деле можете, если вам предлагают фольцайт, то вы наоборот можете сказать, давайте под это дело сократим испытательный срок. Ну, потому что это логично, если вам предлагают полный рабочий день, то это означает, что вы устраиваете как работодатель. Так.
Вот Марина с нами или... Марина, у вас микрофон выключен был. Так, сейчас все включено. Попробуйте сказать нам что-то. Да, сейчас я возвращаю презентацию. Мгм. Так, дорогой YouTube, пока видите, тут маленькая заминка, хороший повод не только лайк поставить, а еще и подписаться на YouTube канал Витрил. Мгм. Так. У нас тем временем Так, поднято. чи є презентація? Чи видно презентацію? Нет, нет. Презентации не видно. Можно Виталию пока вопрос задать? Да, конечно. Да, Виталий, пожалуйста. Спасибо. У меня такой вопросик. Я не полностью присутствовал на вебинаре, так включался-выключался. Уже обговаривали тему разрыва рабочего контракта и законной отработки по разрыву контракта? Не, Уже еще эта тема не было. обговаривалась? Нет, еще не Окей. было этого. Все, тогда добренько, жду. Вернее, Всё, как, там потом. было во время испытательного срока, а, по-моему, Не-не-не, по-моему, не это, было. Ну, за это месяц чуть другая может, тема. уволиться. Не, блин, давайте я уже, наверное, спрошу, раз уже как-то у меня там и телефон садится, я не могу всегда смотреть за вашим вебинаром. Спрошу такой вопросик. Значит, смотрите, два вопроса. Могут ли меня беспричинно разорвать со мной контракт? То есть самая банальная причина, вы нам не подходите. Я понимаю, что этого не может быть, должны предупредить об этом письменно, и могу ли я дальше отрабатывать, дорабатывать до контракта, если нет прогулов, нету всяких там, можно сказать, залетов. То есть я считаю беспричинно, потому что некоторых водителей так увольняли. Вот я так на будущее спрашиваю, могут ли они так вот сделать, разорвать контракт, вот вы нам не подходите, вот такая вот причина. Виталий, это зависит от многих факторов. Во-первых, это зависит от того, испытательный срок или нет. Во время испытательного Не срока, да. испытательный, нет. Далее это зависит от того, насколько вы попадаете под закон о защите от увольнения. Если вы под этот закон попадаете, то тогда без причины вас уволить не могут. А если не попадаете, значит, по сути, могут. Что значит попадаете под закон? Это значит, что вы работаете на фирме, например, где более чем 10 работников на фулл-тайм, либо на тайт-сайт в сумме дают более 10 работников на фулл-сайт. Только в этом случае, к сожалению, работник попадает под закон о защите от увольнения. Все другие случаи, там нужно смотреть только, чтобы срок уведомления об увольнении был соблюден законно. Против увольнения на маленьких фирмах, к сожалению, вы ничего сделать не можете. Разве что отстоять ваше право на зарплату в течение срока уведомления, если он был не учтен при выдаче увольнительного. То есть, я так понимаю, уведомление должно быть письменное, как минимум на mail или на почту домой? Только на почту, либо лично в руки, на официальном бланке, либо подпись, либо печать фирмы. Только живое письмо является увольнением. Ну, доказательством. Ну, и если фирма большая, хоть и частная, но большая, тут, я не знаю сколько, но большая, в этом случае всегда рекомендуется подавать иск против увольнения. Если прошло более чем полгода,
И если фирма большая, то иск против увольнения рекомендуется подавать. Для того, Более чтобы чем восстановить- полгода. А более чем- полгода это вроде как испытательный срок, но у меня в договоре написано 3 месяца. Действие закона о защите от увольнения начинается через полгода, независимо от испытательного срока. Ну вот вы ответили на этот вопрос, потому что в основном многих водителей увольняли до полугода. Именно поэтому. Да, именно поэтому до полугода их увольняли всех. Беспричинно. И Да. такой другой вопрос. Если я хочу разорвать контракт и уйти в другую фирму, имеет ли право заставить меня эта фирма отрабатывать какие-то дни? И как основательно и законно я могу не отрабатывать? Потому что, скажу, почему я задаю этот вопрос, потому что были такие случаи, люди отрабатывали, и им просто заплатили такие мизерные копейки, что просто смешно. То есть и 600 евро, и 900 евро за 2 недели при зарплате, там 2700 указано в договоре. То есть это просто людей как бы кидали на деньги, и люди ничего не могли сделать. Потому что, так как мы тут украинцы не знаем ни правил, ни законов, поэтому многие не хотели не обращаться ни к адвокатам, ни к юристам, это все дорого. Ну и не имели возможности. Поэтому фирма так прокручивает иногда так людей. И то, что я уже сказал, до полугода они в основном всех увольняют. Им это выгодно, текучка, есть у них тут свои интересы. Так вот, еще раз повторюсь, извините, да, вопрос. Могу ли я уйти из закона, не отрабатывать, если меня будут требовать закона, отработать 2 недели? Вы можете уйти, не отрабатывая, но вы должны рассчитывать на то, что в трудовом контракте может быть пункт про штрафные санкции в такой ситуации. И тогда удержание зарплаты в этом случае вполне законно. И подскажите еще, пожалуйста, такой вопросик. Так, я прошу прощения, Виталий, время, Да. и вы не один. Извините, пожалуйста, я Да, уже ну хорошо. должен мешаться. Хорошо, добро, да, спасибо. Потому что, так, Марина, мы видим презентацию, вот, я только быстренько отвечу, тут вопрос спросили, а будут ли ответы на вопросы, которые задали при регистрации, значит, скажем так, когда Марина уже совсем у нее как бы устанет, если она сдастся, я пройдусь по этим вопросам, то, что знаю, я отвечу сам, то, что не знаю, можно будет Марине написать, связаться, она ответит потом, то есть, по крайней мере, мы постараемся ответить. Хорошо? Вот. Продолжаете или дадим слово? Давайте, дадим слово. Я очень коротко, прошу прощения, просто сейчас уже буду детей укладывать спать. Вопрос такой, я отец-одиночка, и, в принципе, тот же статус, как и только что обсуждали, что супруг не в разводе с супругом, просто в другом государстве. Вопрос, при принятии на работу, при устройстве на работу, могу ли я, скажем, умолчать об этом, либо есть какая-то ответственность и последствия, потому что понятно, что это не является тем фактором, который способствует приему на работу. При приеме на работу вы вообще не обязаны рассказывать о своем семейном положении, детях и так далее. Это ваша приватная жизнь. Понял. И очень короткий вопрос. Вы сказали, что можно к вам обратиться. Я вначале задавал вопрос, да, по поводу изучения контракта и так далее. Какие-то контакты, просто существуют. Я просто только вот присоединился к спільноте, скажем так. Да, в этой же презентации, которая будет доступна для скачивания, на втором же слайде все контакты Марины и ее организации. Большое спасибо. Все хорошо. Да. Дальше, пожалуйста. Продовжуємо. Да. Щодо звільнення, якщо роботодавець не виплачує зарплату, як звільнитись правильно, щоб не було проблем із джоб-центром або з агентур фюр Арбайт? Бо якщо людина не отримує зарплату, як їй взагалі себе поводити, як звільнитись від цього роботодавця, який не платить зарплату? Перше, треба письмово роботодавцю нагадати, що мені повинна була виплачена зарплата була 15 липня, наприклад. Я досі не отримав свою зарплату.
цим я нагадую вам, і щоб ви перевели мені зарплату до 31 липня. Це перший лист. Потім, наприклад, після 31 липня зарплати ще немає. Ви виставляєте роботодавцю письмову обманунг. Попередження, що якщо і далі зарплата не буде виплачуватись, я залишаю за собою право звільнитись frist-loss, тобто без строку повідомлення про звільнення, негайно. І тільки після цього ви вже можете подавати лист про звільнення, негайне звільнення, frist-loss-Kündigung, і паралельно позов до трудового суду на невиплачену зарплату. Тільки із оцими 3 документами плюс позов до суду у вас не буде проблем з Агентур фір Arbeit або джоб-центром щодо нарахування відповідних виплат. Якщо ви просто звільнитесь самостійно, без оцих 2 листів важливих, тоді буде від Агентур фір Arbeit 3 місяці блокування виплат, і відповідно від джоб-центру будуть теж запроваджені санкції. Про це я ще скажу, коли буду розказувати про звільнення. Марина, я нашел вопрос, вот кто что искал. Был уволен в связи с закрытием кафе. Работодатель не выплатил зарплату за последние 15 дней рабочих. По почте получил лонобрехнунг, но деньги работодатель не выплатил. На контакт не идет. Как быть, что можно предпринять? Ну, тут очевидное нарушение, если еще и выдан расчетный лист с правильной зарплатой, а эта зарплата не выдана, то понятное дело, что работодатель должен выплатить эту зарплату. Вообще все требования к работодателю мы должны предъявлять письменно. И в контракте может быть учтен срок исковой давности. Обычно это составляет 3 месяца. Это срок, который дается, чтобы вы могли письменно заявить о своих требованиях. То есть первое, что нужно делать, это письменно заявить о своих требованиях работодателю. Можно это сделать лично, можно это сделать через адвоката, можно это сделать через консультанта по трудовому праву, например, через нашу организацию. Мы тоже такие письма работодателям пишем, призываем их к соблюдению законов, устанавливаем срок для выплат нашему человеку, которому мы оказываем поддержку, подавать соответствующий иск в трудовой суд, что мы, собственно, и делаем. Так, спасибо. Так, ну что, дальше идем. Угу. От ось якраз ті строки виключення, про які я казала. Дуже розповсюджена ситуація, коли вказано в трудовому контракті ці Ausschlussfristen. Як правило, вони становлять 3 місяці. Це означає дословно, що якщо ваша зарплата мала бути виплачена 15 липня і не виплачена до сих пір, то ви маєте право, ви маєте час до 15 жовтня, щоб письмово заявити про свої вимоги роботодавцю. Якщо ви цей час пропустили, то, на жаль, ви вже не маєте права на повне відшкодування заробітної плати, а тільки на Mindestlohn, тільки на мінімальну заробітну плату. І строк щодо мінімальної заробітної плати становить 3 роки. Це означає, що якщо вам зарплата не була виплачена, то у вас є загалом, за законом, 3 роки на те, щоб подати позов
трудовий суд, і щоб ваша зарплата Mindestlon, виходячи з Mindestlon, з мінімалки, була виплачена роботодавцем. І ось ми дійшли до основної теми, яка найважливіша. Ви бачите мою презентацію? Да. Угу. Головне, ми вже сказали сьогодні, звільнення має бути письмово. Я хочу наголосити на одній дуже розповсюдженій ситуації, коли вам роботодавець, наприклад, каже: я тебе звільняю, будь ласка, завтра не виходь на роботу. Тобто він вас звільняє усно, у вас немає листа про звільнення. Ви, як нормальна людина, яка розуміє, що вам кажуть, не виходите на роботу наступний день, і вас звільняє роботодавець фріст-лос, негайно, без строку попередження за прогул. Тому, будь ласка, ніколи не ведіться на усне звільнення. Звільнення в Німеччині може бути тільки письмово зроблено, і якщо у вас немає письмового листа про звільнення, ви маєте виходити на роботу і пропонувати свій труд. Якщо вас не пускають на роботу, ви маєте робити якісь фото, залучати свідків, щоб мати докази про те, що ви свій труд запропонували, і вас просто не допускають до роботи. Це дуже важливо, тому що оце звільнення негайне, фріст-лос, воно має дуже багато наслідків для вас. По-перше, це може бути блокування виплат від агентур für Arbeit на 3 місяці. Це може бути штрафні санкції від джоб-центру. Вони будуть дуже довго писати листи, питати, чому вас звільнили фріст-лос. Бо фріст-лозе-кюндігунг, тобто негайне звільнення, може бути зроблено тільки якщо є досить вагома причина для цього. І якраз прогул є вагомою причиною для негайного звільнення. Тому важливо не попасти в цю ловушку. На жаль, це дуже-дуже розповсюджена практика, коли роботодавець хоче позбутися робітника, щоб не виплачувати йому зарплату там за 2 тижні або за місяць, або якщо строк попередження про звільнення більший, він може бути і 2, і 3 місяці. Якщо роботодавець хоче звільнити цього робітника негайно, він може зробити таку маніпуляцію, звільнити вас усно, а потім прислати вам звільнення негайне, що буде для вас, звичайно, мати наслідки. І другий момент, на що треба звернути увагу, щоб сам лист про звільнення, він містив законні строки попередження. Як вже сьогодні ми казали, що під час випробувального терміну строк попередження становить 2 тижні, після випробувального терміну зазвичай це 4 тижні до 15 числа або до кінця календарного місяця. Що це означає? Наприклад, якщо вас звільняють, лист про звільнення ви отримаєте 22 липня, завтра, наприклад, тоді 1 місяць для вас – це до кінця серпня. Ви повинні відпрацювати, отримати свою зарплату, і вже потім ви вважаєтесь звільненою людиною. Якщо, наприклад, у вас ви відпрацювали більше, ніж 2 роки на фірмі, то там можуть бути довші
строки попередження, це треба дивитись вже трудовий контракт і тарифні контракти, якщо вони існують, і трудове законодавство теж передбачає більші строки попередження після 2 років роботи. А у нас Про негайне звільнення я вже казала, це має бути дуже причина. Так, Олеже? Да, я хотел спросить, а про Aufhebungsvertrag у нас будет или будем говорить, ну, это по взаимному согласию там раньше времени. Будет про это что-то или предупредим сейчас? То есть речь идет о том, что... Да, вот он, да, все, слайд? будет. Я спросил, все, я тогда просто важно это проговорить тоже. Я прошу прощения. Давайте я тоді скажу одразу про це, бо це дуже важливий дійсно пункт. Іноді вам пропонують щось підписати під час звільнення. Будь ласка, ніколи не підписуйте нічого, що ви не розумієте, і ви не розумієте наслідків цього. Бо це в 99% випадків може бути цей самий Aufhebungsvertrag, тобто припинення трудових відносин за згодою сторін. І він, ми консультувались, ну, по крайній мірі, з нашою Bundesagentur für Arbeit тут, у Франкфурті. Вони нам надали відповідь, що які б формулювання не містив цей акт, є підставою для Sperrzeit, тобто для блокування виплат від агентури 3 місяці. І так само джоб-центр, який підключається в цьому випадку, тобто якщо Agentur für Arbeit робить вам блокування виплат 3 місяці, ви автоматично маєте право на Bürgergeld від джоб-центру. Це, до речі, така система в Німеччині, що ви ніколи не будете без грошей залишатись. Все одно Bürgergeld вам положено. Але такий нюанс. Доки джоб-центр буде приймати рішення, може пройти 1, 2, а може і більше місяців. Тому що вони теж запроваджують санкцію. У випадку фрістлозе Kündigung, негайного звільнення, у випадку самостійного звільнення за вашою ініціативою, коли ви самі звільняєтесь, і у випадку оцього Aufhebungsvertrag, або Auflösungsvertrag він ще називається, тобто за домовленістю сторін. В усіх цих випадках з точки зору Agentur für Arbeit і джоб-центру є ваша вина, що ви втратили роботу по власній вині. І тоді вони запроваджують ці санкції. Я хочу наголосити на тому, що навіть якщо ви попадаєте в таку ситуацію, коли ви звільнили самостійно, або ви підписали оцей Aufhebungsvertrag і просто не знали його наслідки, або вас звільнили фріст-лос, і ви теж відчуваєте, що це було зроблено несправедливо. На жаль, це реальність і це буває. Ви можете розраховувати в будь-якому випадку на виплати від джоб-центру. Ви не можете залишитись в Німеччині без оплати житла, без оплати страхування і без мінімального прожиткового мінімуму. Це все гарантує джоб-центр. Але дуже важливо розуміти, що вони будуть у вас питати, чому вас так звільнили. Вони будуть присилати вам листи, де ви можете висказатись на цей момент і пояснити, чому саме так вийшло звільнення за згодою сторін, або фріст-лос, або за вашим бажанням. І саме в цьому листі ви можете все пояснити, як було насправді. І, можливо, джоб-центр навіть не запровадить цю санкцію в 30% від першої виплати, не більше. Це одноразова санкція, яку вони запроваджують.
Єдине, що, на жаль, відбувається в реальності, те, що гроші Джоб-центр починає платити по факту вже через місяць, два, а то й 3 після звільнення, із питаннями до вас і таке інше. Тому важливо мати в себе в 2-3 місяці для сплати основних рахунків, для сплати орендної плати і так далі. Але з іншого боку є бюрократія, яку, на жаль, неможливо швидко подолати, тому я завжди рекомендую мати фінансову подушечку на 2-3 місяці для таких ситуацій. Але щодо Aufhebungsvertragu, я ще можу сказати, що це Так, по-моему, у нас опять звука нет. Олег, чи мене чути? Была пауза, какое-то еще последнее предложение насчет Aufhebungsvertrag мы не услышали. Повторите, пожалуйста. Ага, я поняла. Щодо Aufhebungsvertrag, взагалі, це можливість припинити трудові відносини за згодою сторін, коли це вам потрібно. Бо, наприклад, вам треба припинити додавцем швидше і не відпрацьовувати положений час за договором вашим, тоді для вас існує така можливість припинити трудові відносини за згодою сторін. Але це тільки якщо роботодавець піде на це, якщо він теж захоче припинити трудові відносини за згодою сторін. Тобто це домовленість ваша із ним, якою саме датою завершити трудові відносини. Якщо мова про нову роботу, то це цілком нормально завершити трудові відносини оцим Aufhebungsvertrag. Спасибо. Так, що у нас залишилось далі? Про лікарняні ми казали, що кожен має право на лікарняний, навіть змініть-джобер. І тут важливо просто вчасно повідомляти роботодавцеві, що ви захворіли, вчасно попереджати, коли виданий лікарняний, до якої дати, і якщо він продовжується, то відповідно попереджати роботодавця, що він продовжений, і яка дата планується вашого виходу на роботу. Так, Як зв'язок, бо я відчуваю, що да, оно, щось... оно прерывается, так, это я, может, пока тут, может, оно лучше станет, а пока тут вопрос, ну, написали в чате. Была, Наталья, была ситуация, когда во время больничного мужу уволили по телефону, сказали не выходить больше на работу, и прислали кундигунг, подписанный задним числом за 2 недели назад. Тут уже я скажу, что на самом деле, понимаете как, что вы тоже можете сопротивляться, понимаете как. Если вам прислали без незаказным письмом, просто скажите, я ничего не получал. А если прислали заказным письмом, так решающая стоит дата не тогда, которая стоит в кюндигунге, а тогда, когда вы его получили, вот это заказное письмо. И все, то есть карты на вашей стороне в этом случае. Может, Марина добавит что-то, если у нее звук появился.
Марина? Да, я только... Да, слышно меня? Да, да. Я только хочу добавить, что есть только 3 недели с момента получения письма об увольнении на то, чтобы обжаловать каким-то образом его в суде. То есть если 3 недели прошло, то против увольнения, даже если оно было незаконным, явно незаконным, ничего сделать уже нельзя. Хорошо, что было делать, если вот так вот в данном случае задним числом прислали дату 2 недели назад? И, наверное, еще и незаказным письмом. В этом случае я обычно пишу письмо от своего имени. Если ко мне этот человек обратился за помощью, я пишу письмо от имени нашей организации. Я указываю на то, что увольнение было сделано незаконно, и я указываю на то, что работодатель несет ответственность за подделку документов. Это очень серьезная статья в Германии. Я прошу его выдать кюндигунг такой, какой он должен быть, увольнительное, с соблюдением срока уведомления, а затем мы уже принимаем решение, как действовать дальше. Потому что при выдаче положенного по закону уведомления, соответственно, уже работник имеет право на выплату зарплаты, которая положена в этот срок. Если работодатель не исполняет наших требований, то у работника остается только шаг подать иск в трудовой суд. Я ему рассказываю о возможных для него последствиях, рисков и так далее, какие он финансовые траты понесет от подачи иска и понесет ли вообще. Так, ну давайте руки там ответим. Алена, пожалуйста. Да, маю таке питання. Якщо я звільняюся за власним бажанням, і потім виходжу на наступну роботу через 3 тижні, протягом 3 тижнів хто оплачує страховку медичну? Як це відбувається? Страховка медична на протязі 1 місяця, якщо інтервал становить не більше 30 днів, то вона ще буде дійсна, сплачена, тобто там буде все нормально у вас. Якщо більше 1 місяця, то ви будете повинні сплатити самостійно за там пропорційно тим дням, які були поверх 30 днів інтервалу. Тобто я маю звернутися в страхову, сказати, що я там отакий період не працюю, наприклад, 40 днів я не працюю, і попросити від них рахунок, чи я маю сама порахувати, скільки їм? Ви не маєте це просити, вони вам самі пришлють рахунок. Ясно. Дякую. Они сами кинутся, что никто за вас денег не платит. Хорошо. Так. Люда. Это как раз те ребята, которые находят всегда, всех и везде. Хорошо. Люда, пожалуйста. Так, хотіла запитати. Якщо погано себе почуваєш і не можеш один день вийти на роботу, так, у нас ми завжди пишемо в WhatsApp, що так, що погано почуваєшся, ich melde mich krank, і так, на 1 день або на 2 дні, чи потрібен АУ від Арzt. Так, чи достатньо письмово?
Я рекомендую завжди брати його в перший же день лікарняного. Бо з одного боку деякі роботодавці дозволяють 1-2 дні без лікарняного перепочити, а з іншого боку, якщо буде якась спірна ситуація, то краще, щоб лікарняний був. Так, дякую. Бо в контракті вказано, наче з 3-го дня. Так, але краще взяти. Так. Дякую. Так, хорошо, и у нас Звягина, пожалуйста. Так. Госпожа Звягина, вы нас слышите? Да. Добрый вечер, да, слышно Добрый. меня? Да. Значит, вопрос такого плана. У нас в нашем чате помощи украинцев не один раз возникал вопрос о том, что обычно эта ситуация почему-то происходит именно в ресторанном бизнесе, и договор, например, на тайльцайт 80-100 часов, а в итоге не обеспечивает работодатель этими 80 часами, а там, например, 30-40 часов в месяц, и выплачивает зарплату, соответственно, за эти 30-40 часов. Обязан ли он заплатить за положенные в договоре указанные 80 часов, или все-таки вот сколько дал работы, столько и дал? К сожалению, здесь сложно сказать. Нужно читать формулировки договора, и нужно отталкиваться от зарплаты, которая указана, это почасовая зарплата, либо в месяц. Но даже если указана зарплата почасовая, все равно нужно осмотреть, что конкретно, как конкретно работодатель подает эти 80 или 100 часов в трудовом контракте. Он может написать в среднем, примерно и так далее. То есть сложно сказать. Потому что мы Но давали ссылку на ваш сайт, на вашу организацию, да, о том, чтобы люди обращались к вам в случае чего. Не знаю, чем закончилось, но через время опять возникал такой же вопрос. То есть люди жаловались, устроились на работу в ресторан, в кафе или еще что-то. Обещано там в договоре 80 часов. Люди ушли из центра и так далее. То есть они уже себя вроде бы как обеспечивают. В итоге зарплату получают за 30 часов. И они говорят, мы прожить за эти деньги не можем. То есть нам же квартиру нужно платить и так далее. И они не знают в этом случае, что делать. Требовать с работодателя... Если действительно положено 80 часов без каких-либо оговорок, то да, уместно требовать эти 80 часов. И это производственный риск предпринимателя, предпринимательский риск, скажем так, да, если он эти 80 часов предоставить не может. Хорошо, спасибо. То есть идея такая, я вам подскажу, смотрите, надо так добиваться такой формулировки, что будет минимум 80 часов, или может быть там может написано в среднем 80, но минимум 60, но чтобы стоял хотя бы как-то из текста договора было абсолютно четко понятно, какой минимум рабочих часов будет. Тогда минимум этот минимум вы получите. Да, просто проблема в том, что наши украинцы, не зная еще достаточного языка, да, не зная законов каких-то и так далее, они просто боятся что-то делать. И люди оказываются в такой ситуации, когда зарплата недостаточная, да, на жизнь им не хватает, и в то же время они не понимают и не знают, что им делать дальше. Спасибо. Если зарплаты недостаточно, нужно обращаться снова в джоб-центр, пока человек, например, ищет другую работу. Окей, спасибо. Подавать в центр фактическую зарплату, которая выходит, подавать все лоунабрехнинги, и тогда джоб-центр будет поддерживать. Хорошо, спасибо. Так, Елена успела.
перед... Да, как раз у меня возник вопрос, спасибо. А если вот, ну, сейчас я на джоб-центре, собираюсь выходить на работу, но уже подходит скоро срок продления выплат джоб-центра, но я не знаю точно, когда ну, меня берут сейчас на практику вот с 1 августа на 3 недели, а потом уже дальше будет видно, а выплаты до 30 сентября. Подавать ли мне на продление выплат в джоб-центре сейчас, а потом уже, когда будет уже точно зарплата, потом уже пойдет пересчет и разбор данных с джоб-центром? Или же ждать окончательного решения по работе? Еще раз скажите, вы когда выходите на работу, какого числа? Я 1 августа выхожу сначала на практику. После практики меня обещают взять на работу. Это все согласовано с джоб-центром? Это джоб-центр? Ну, пока да, ну, я еще получаю выплаты. Джоб-центр мне прислал письмо о том, что вы пойдете на практику в такую-то фирму с такого-то по такое число. Пока договора о практике у меня нет, насколько я знаю, она, ну, не безоплатная для меня. То есть джоб-центр финансирует меня время практики. Вот. Но мои выплаты заканчиваются, ну, до конца сентября, назначены джоб-центром. Но я не знаю, когда я пойду работать, когда я буду... А мы же заранее обычно там хотя бы за месяц подаем на продление выплат. То есть в августе подавать мне на продление выплат? Да. Еще. Обязательно. Обещать не значит жениться. У нас это присказка в Ганноверском чате. Все, лучше потом подадите в тот момент, как только будет трудовой договор, вот тогда вы подадите. На самом деле это все, чтобы должны знать. Вы обязаны самое позднее в первый день рабочего договора сообщить об этом джоб-центр. Сообщаете позже или не сообщаете, это уголовное преступление. Имейте это в виду. То есть, когда я получила фертрак, подписала его, фертрак сообщить в джоб-центр, и тогда это... А тогда, может быть, вы можете подсказать по поводу вот этих денег, которые может джоб-центр как-то или субсидировать, или как на то время, пока я еще не получила зарплату, допустим, с 1 сентября я выхожу, а получу зарплату там, ну не знаю, 30 или уже в октябре, чтобы они не сняли заранее у меня выплаты, а я как бы зарплату получу позже, нужно оплатить квартиру и все-все-все. Вот. Как-то я знаю, что там есть какой-то антрах, который дополнительный ставится именно на вот этот период начала работы до выплаты первой зарплаты. Когда его тогда подавать? Вместе с подачей договора о том, что я работаю уже, подачей данных о работе в джоб-центр? Ответите, Марина? Да, ну, во-первых, у вас есть возможность подать на Einstiegsgeld, на подъемные деньги. Это заявление вы подаете вместе с трудовым контрактом до первого рабочего дня по контракту. В принципе, если у вас эта работа в перспективе поможет вам полностью сняться с джоб-центра и быть независимым, то вам должны одобрить эти деньги подъемные. Далее, если получается таким образом, вы в любом случае должны оповестить джоб-центр о контракте, как только он у вас есть. Поэтому там как-то подстраиваться и как-то его в определенное время отправлять не стоит. Вы его должны отправить тогда, когда он у вас появится. Если будет такая ситуация, что вы отправляете, например, контракт 20 числа, и вам выплаты прерывают, а зарплата у вас, соответственно, будет либо в конце августа, например, да, либо там даже до 15 сентября, возможно, то в этом случае вы можете отдельным заявлением подать в джоб-центр просьбу на Дарлейн, на суду, определенную суду, которую они вам начислят и которую вы потом будете выплачивать либо постепенно, либо уже затем с выплатой зарплаты.
но еще зависит от того, какая будет зарплата у вас по трудовому договору. Поэтому сейчас как бы что-то конкретное Да, сказать да. сложно. Может быть так, что у вас вообще, например, будет в трудовом контракте штунденлон, оплата почасовая, и вас джоб-центр тогда вообще не снимет с выплат, потому что они дождутся ваших первых лонабрехнунг, и тогда будут уже исходить из них. Смотреть по факту и делать пересчет, если нужно что-то вернуть или что-то, они будут, понятно. Ну, то есть просто сообщить им о том, что... Ну, это, в принципе, сам джоб-центр и нашел мне эту работу и практику. Это с их очень активным участием, вот у меня это трудоустройство произойдет. Но я все равно, конечно, со своей стороны буду сообщать им сразу же все. Спасибо. Я вибачаюсь, мені треба вийти на 2 хвилини. Я повернусь до вас. Можливо, Олег поки що... Да. Я хорошо. Я добавлю пока, пожалуйста. Значит, во-первых, Елена, давайте еще раз. Вот смотрите, вы с 1 сентября собрались выходить на работу. По идее, вы 31 августа совершенно законно вы должны получить деньги, как обычно, на сентябрь. Потому что все понимают, что вам в сентябре надо на что-то жить. Дальше вы пишете в сентябре письмо в джоб-центр и сообщаете ему, что так и так. Мне работодатель сказал, что первая зарплата будет в начале октября. Так? Вот. Тогда вам джоб-центр выплатит еще и на зарплату, еще и на октябрь. Ой, не зарплату, пособие на октябрь, 30 сентября. Но он попросит у вас конто-ауссуг. И посмотрит, когда эти деньги реально вам зашли на конто. Если зашли к вам деньги в сентябре, 30 сентября, то он попросит то, что он заплатил, попросит вернуть. Но если они пришли 1 октября или позже, то вам возвращать октябрь не надо будет уже. Понимаете как? Да. То есть вот в полночь, если от работодателя не зашли в полночь, в ночь с 30 сентября на 1 октября эти самые деньги, то все, значит, вы получили от джоб-центра еще и на октябрь деньги. Понятно, спасибо. Так. Олег, у нас презентация, в принципе, подошла к концу, поэтому мы можем сейчас еще ответить на вопросы, вот, которые были в таблице, или же, если еще есть вопросы здесь. Ну, давайте таблицу хоть немножечко пройдем. Ну, отвечаем только на существенные вопросы. Так, у вас открыта таблица, Марина? Я боюсь что-либо открывать, потому что у меня очень компьютер восприимчив к этому. Понятно. Может все зависнуть. Хорошо, тогда давайте пусть Марина еще, ваша тезка, задаст вопрос устно, а я сейчас открою все, подготовлю, буду задавать сам вопросы. Спасибо огромное за возможность. Скажите, пожалуйста, если вот мне сказали, что я 1 августа выхожу на работу, но у меня контракта еще нет рабочего, но мне сказали уже сейчас сообщить джоб-центр, что я выхожу на работу. У меня выплаты тоже заберутся или как это все происходит? Или лучше сообщите, когда уже будет этот контракт, как мне быть в этой ситуации? Вообще, я рекомендую джоб-центр не сообщать о том, что вы выходите на работу до тех пор, пока у вас на руках нет подписанного трудового контракта. Почему? Потому что вы сейчас можете сообщить, а потом вы, например, получите контракт на руки, который вы еще не видели, а там будут такие условия, которые вам не подходят. А в джоб-центр вы уже сообщили, и тогда у вас будут очень большие неприятности с джоб-центром. Почему вы отказались от того контракта, который у вас был предложен? Они, извините за грубость, вынесут весь мозг. Поэтому лучше ничего не говорить джоб-центр, пока у вас нет договора на работу. Точно так же работодатель может передумать и, собственно, не дать вам никакой трудовой контракт.
лучше просите трудовой контракт сначала. Мгм. А якщо, наприклад, ну, більшість ви відповіли, тобто, якщо я 1 числа виходжу на роботу, вони мені виплати зробили, а в кінці місяця мені прийшла зарплата, то я повинна буду повідомити джоб-центр, так? Так, як тільки ви отримали трудовий контракт, от тоді у вас наступає законний обов'язок попередити джоб-центр, що у вас є контракт, і він з такої-то дати. І так, якщо вони вже нарахували вам за серпень виплати, Так. тоді після отримання зарплати першої джоб-центр вам надішле листа про те, що ви повинні повернути їм переплачені виплати. Але зазвичай джоб-центри такий лист відправляють вже пізніше, коли людина більш-менш освоїлись на роботі, і, як правило, не в перший місяць. Вони можуть відправити цей лист вже там через місяць-два, як ви приступили до роботи. Тобто виплати вони припинять, але листа вони можуть прислати пізніше, так? Так, але чи припинять вони виплати, залежить від вашої зарплати і від багатьох факторів. Я зрозуміла. Дякую вам. Хорошо, попробуем по таблице пройтись. У меня трудовой договор на 25 часов в неделю. А могут мне без моего согласия снизить число часов до 20 в связи с проблемами финансирования? Ну, видно, у работодателя денег нет. Нет, не могут. В одностороннем порядке работодатель не имеет права изменять условия трудового контракта. Только в письменном, и должна быть подпись, то есть согласие работника на изменение этих часов. Другой вопрос, что если работник не согласится и не подпишет такое изменение, может повлечь за собой увольнительное со стороны работодателя. Так, следующий вопрос. Интересует переход с одной работы на другую. Как это выглядит на практике? Если человек после написания заявления об уходе должен проработать еще 2-4 недели? Можно я сначала отвечу? Значит, смотрите, когда вы ищете следующую работу, и работодатель, следующий работодатель, он отлично понимает, что если вы для него желанный кандидат, и вы где-то работаете, он знает, что вам надо отработать эти 4 недели, или 2 недели, если у вас пробацайт. И он это заранее закладывает. Вот вы, условно говоря, вы сегодня проходите собеседование, вполне нормально вас спросят, когда вы можете приступить к работе, вы отвечаете с 1 сентября, это звучит абсолютно нормально для работодателя и понимают, что вас надо подождать в этой ситуации. Правильно, Марина? Да, все правильно. Это нормальная практика в Германии, ждать, пока человек отработает, и в некоторых случаях срок уведомления может составить 3 месяца, и в этом случае нормально, что работодатель новый ждет 3 месяца. Но бывает ситуация, когда он не ждет, и тогда у вас есть возможность попробовать заключить с нынешним работодателем Aufhebungsvertrag, то есть прерывание трудовых отношений по договоренности сторон. Если нынешний работодатель на это пойдет, то окей. Если нет, тогда нужно все-таки отработать, иначе могут быть штрафные санкции, они могут быть предусмотрены трудовым контрактом. Так. Я пропускаю вопросы, на которые были ответы или они абстрактные. Кроме того, ребята, это не тема сегодняшнего вебинара, как искать работу в Германии, где найти без немецкого языка и так далее. Мы сегодня вы каким-то образом нашли работодателя, и дальше вот мы с ним как-то пытаемся разрулить все. Так, вот хороший вопрос. Обязанности сотрудника о подаче своей инвалидности и ограничений с этим связанных. Обязан, я так понимаю, обязан сообщать, не обязан? Ну, вообще-то не обязан, но
Если человек хочет иметь льготы, которые положены, например, если это Schwerbehinderung, ну, тяжелая степень инвалидности, то там положено еще плюс 5 дней к отпуску. И тогда действует еще на таких людей особая защита от увольнения. То есть если человек хочет эти льготы иметь, тогда он должен сообщить об этом, о своей инвалидности. Либо если работа связана с какими-то с какой-то опасностью, да, для человека в этом плане, то, конечно, тоже он должен сообщить, что он просто физически не может выполнять какие-то обязанности, потому что у него есть инвалидность, например. Ясно. Следующий вопрос. Какую страховку лучше иметь при возникновении спорных вопросов с работодателем? Любая правовая страховка, как правило, содержит вопросы Arbeitsrecht. Как правило, любая. Но тут важно понимать, что конкретно вы выбираете. Да, это вопрос выбора страховки. Нужно все учитывать. Например, если вы выбираете страховку на чек 24, там есть возможность сравнить разные предложения. Но я бы рекомендовала, если касательно именно трудовых вопросов, я бы рекомендовала вступать в профсоюз свой, который ответственен за вашу отрасль. Например, Verdi – это профсоюз, который ответственен за учителей, за врачей, за водителей. Когда они бастуют, это Verdi инициирует. Либо, если это индустриальная отрасль, это IG Metall. То есть важно быть членом профсоюза. Это более эффективно, нежели такая общая какая-то страховка юридическая. Так. Окей, следующий вопрос у нас не было. Расскажите, какие права и обязанности при прохождении практики на фирме или предприятии? Ой, это очень интересный вопрос, спасибо, потому что бывают такие ситуации, у меня было уже 2 случая, вот только в прошлом месяце, когда фиктивная практика. Вам, вот, людям, которые только начинают интеграцию в Германии, конечно же, могут предложить практику без оплаты. Но важно понимать, что после 3 месяцев, если вы продолжаете эту практику, то вам положена минимальная заработная плата. Не может быть такого, что человек вечный практикант. Это может быть очень-очень грубым нарушением со стороны работодателя. И, к сожалению, такие случаи действительно имеют место. Поэтому, с одной стороны, получается, человек соглашается на такую практику без оплаты. С другой стороны, нужно себя ценить и не нужно давать возможность работодателю злоупотреблять этим. То есть по закону после 3 месяцев безоплатной практики вам положена минимальная заработная плата в час. И нужен договор на практику, практикум-светрак. Это нормальная история, вы его можете требовать точно так же, как любой работник требует свой трудовой договор, либо подтверждение ваших отношений трудовых. И права все должны быть прописаны, ваши обязанности, ваши права должны быть прописаны в договоре о практике. Как практикант вы имеете право на обязательное страхование от несчастных случаев. Работодатель обязан вас застраховать, даже если вы не получаете зарплату. Но после 3 месяцев имейте в виду, что не может длиться практика фрайвиллиге, то есть добровольная практика не может длиться более 3 месяцев без оплаты.
Спасибо. Дальше интересный вопрос. А могу я заключить договор на 1 месяц с дальнейшей пролонгацией по моей инициативе? И в скобках, я еще в Германии не работал. Тоже улыбка на лице. Ну, теоретически можете, а на практике, как это будет выглядеть, я себе смутно представляю. Понимаете как, работодатель на месяц вас устраивать на работу, там больше бюрократической возни. То есть ему это, да, это пробы-сайт, он может сам вас не захочет через месяц выгнать. Понимаете, на самом деле есть более-менее нормальный вариант. Заключите бессрочный договор с 2, и работодатель может вас пробы-сайт быстро уволить, и вы можете уволиться, если вам не понравится. Но только если вы уволитесь, то имейте в виду, что будут проблемы с джоб-центром. Либо можно выйти на практику 1 месяц. Да. Вот. Так, будем после этого вопроса отвечать на вопрос. Основные отличия от трудового договора в Украине. Отличий очень много. В принципе, трудовое законодательство в Германии очень сильно отличается от украинского, и прежде всего это то, что работники защищены. В Украине больше защищены работодатели, это факт. Здесь закон о защите об увольнении, он действительно работает. И действительно, если прошло полгода, и в компании больше 10 человек, то уволить человека просто практически невозможно по закону. То есть всегда есть возможность опротестовать увольнение, и задача суда восстановить в должности бескомпромиссно. Либо там уже другие какие-то варианты, но работники защищены. Далее, отличие очень существенное, это то, что в Германии реально работают профсоюзы и реально диктуют свои условия. И трудовые контракты во многих случаях еще контролируются и управляются тарифными соглашениями отрасли. Это то, что в Германии очень распространено. В Украине коллективные договора носят больше такой формальный характер. Спасибо. Ну и в целом трудовое законодательство Украины, я могу сказать, оно еще пока основано на советских временах. Оно еще не модернизировано по большей части. Ну, я бы скорее по-другому сказал, что больше дикого капитализма в Украине, чем в Германии. А вот в Германии настоящий социализм. Да, потому что права работников защищены здесь больше, чем в Украине. Это факт. Так, следующий вопрос. В случае, ну, тут немножко человек напутал там с терминами, но неважно. Идея такая, что предлагают на фирме работать по субботам, и предлагают, люди заполняют заявление и указывают, как они хотят получить компенсацию, деньгами или же свободными там днями, отгулами. И пишет, что коллеги соглашаются работать 2 субботы в месяц, но выбирают так, что одна суббота оплачиваемая, вторая отгулом. И объясняют, что налоги, потому что иначе налоги сожрут весь смысл этой дополнительной работы. И человек пишет, а я не понимаю, как оно работает, и как делать выгоднее для себя, надо разъяснить. Но я, может, даже сам разъясню. Значит, смотрите, Марина уже указывала, что есть калькулятор зарплат. Вот просто вы для себя посмотрите, введите туда обычную зарплату, потом введите зарплату с 1 субботы и введите оплату 2 суббот. Посмотрите, насколько у вас увеличится зарплата, которую вы получаете в кошелек,
и решите, как вам выгоднее. Вторая, там действительно вы за первую субботу получите меньше денег, чем за стандартную работу, обычную работу, а за вторую субботу вы в кошелек получите еще меньше денег. Но вы должны решить, что для вас важнее, вот те деньги, что вы получите за вторую субботу, или же свободное время, или же отгул. Как-то так, да, Марина? Да, ну и выгоднее, в принципе, иметь просто больше часов по договору, чтобы эти дни учитывались, эти часы дополнительные больше учитывались в основное рабочее время. Если с точки зрения налогов, скажем так. Так, переход с 24 параграфа на другой. Оплата налогов. Кто оплачивает медицинское страхование? Какие есть подводные камни, которые надо понимать при подписании контракта? Медицинское страхование оплачивает наполовину работодатель и работник, соответственно, из своей зарплаты, если вы работаете. Если вы не работаете, то медицинское страхование оплачиваете либо вы, либо джоб-центр, если вы являетесь его клиентом. То есть всегда медицинское страхование кто-то оплачивает. Если в Германии просто невыгодно, скажем так, быть безработным и при этом не получать выплаты от государства. То есть либо вы работаете, либо вы на выплатах, иначе страховку придется платить самому. Переход с 24 параграфа, если у вас есть контракт рабочий, то вы можете подать заявку на переход на другой параграф. Это вопрос уже миграционного права. Да, я хочу добавить, что, во-первых, с 24-го, то есть к трудовым делам не имеет отношения никакого, какой у вас параграф, так? Это первое. Второе. Посмотрите, у нас есть видео на YouTube-канале и про какие параграфы за что положены. Есть коротенькое видео с ссылкой на первоисточники, что можно иметь два параграфа, 24-й и какой-то 18-й условный, который, условно говоря, рабочую визу на жаргоне означает. То есть имейте два параграфа. А вот подводный камень, что если вы действительно отказываетесь от 24-го параграфа, переходите на рабочий, а потом у вас что-то пошло не так на работе и вас увольняют, то вот здесь вот уже надо смотреть в закон, как долго вы можете еще находиться в Германии. 3 месяца, как правило. Вот. Но другое дело, что, по-моему, можно прыгнуть назад на 24-й параграф, если он действует. Теоретически можно прыгнуть, а практически непонятно. Поэтому... Нет, значит, практически, скажем так, вот я советую всем посмотреть этот коротенький ролик, что можно иметь два параграфа, и там стоит ссылка на документик. Там написано, буквально Министерство это внутренних дел или какое требует от Ausländerbehörde всех местных, чтобы они говорили украинцам, что вам можно иметь два параграфа, и что вам можно еще у вас остается, и что вам можно вернуться на 24-й параграф. То есть есть конкретное письмо, можете распечатать его и тыкать в нос в ваши Ausländerbehörde. Так, вот смешной вопрос. В Германии принято работать по контракту. А есть какие-нибудь сферы или лайфхаки, где можно получить бессрочный контракт? По-моему, в основном бессрочные контракты. Вообще-то бессрочный контракт – это не какая-то недостижимая вещь. В общем, я сталкиваюсь в своей работе с тем, что очень много украинцев, которые первый раз получают работу в Германии, они получают бессрочный контракт, в этом нет ничего такого особенного.
Это просто, скажем так, политика конкретного работодателя, какие контракты он выдает. Понятно. Там Наталья написала, что ей категорически отказали в ее Услендербехерде. Я говорю еще раз, найдите у нас ролик в YouTube-канале, там есть ссылка где-то на документ, вот покажите документ вашей Услендербехерды. Мы ссылаемся. Вот. А кроме того, у нас было 2 вебинара с адвокатом по миграционному праву, и она в эфире подтвердила еще, что это письмо, оно как бы имеет полную юридическую силу. То есть это абсолютно законный вариант. Кстати, я сюда хотела бы дополнить, что, в принципе, вот причина, что людям не дают бессрочные контракты или какие-то длительные контракты на основании того, что ограниченный ВНЖ у нас, да, вот, это совершенно неуместное и незаконное обоснование. То есть такого Кстати, да. быть не может по закону. Понятно. Это еще один хороший вопрос, мы его не поднимали, а на самом деле болезненная тема, ляйки, то, что, знаете, жаргон такой, вот, значит, я вопрос считаю, если трудоустраиваться через фирму-посредника, прописывается какая-то вакансия, а потом через несколько месяцев могут отправить работать, скажем, уборщицей, потому что нету запросов по специальности. И вопрос, на что следует обратить внимание при трудоустройстве через фирму-посредника? При трудоустройстве через фирму-посредника нужно обратить внимание на трудовой контракт с этой ляйкой фирмой. Да. Потому что в данном случае ляйка, эта фирма, ляй-фирма или Zeitarbeitsfirma, она является вашим прямым работодателем. И те условия, которые прописаны в контракте, если там прописано, что вас могут отправлять на другие работы, как бы сдавать в найм другим работодателям, то так оно и будет, и это законно. И я хотела также сказать, что в принципе это сфера ляй-фирмы в Германии это абсолютно легально, абсолютно нормально. И в очень многих случаях, к сожалению, иногда получить прямой контракт сразу, с первого раза, мигрантам сложно. И иногда ляй-фирма для старта это очень неплохой вариант. Единственное, что нужно обращать внимание на то, чтобы это была немецкая, а не какая-то там польская, литовская или еще какая-нибудь ляй-фирма, потому что в этом случае это незаконная, полулегальная такая схема. Поэтому ляй-фирма или Zeitarbeitsfirma должна быть зарегистрирована в Германии. Это основной момент. Так, спасибо. Вопрос такой чисто. Могут ли вы считать полдня отпуска, если ты отпросился на 2 часа раньше с работы, а при почасовой оплате? Ну, при почасовой оплате там должны учитываться конкретные часы работы тогда. Если они хотят отминусовать, тогда они должны отминусовать эти 2 часа, которые человек не работал. Полдня отпуска, почему так, непонятно. Вот, Марина, вопрос, но я не знаю, справитесь ли вы с ним. Подскажите, пожалуйста, организации, в скобочках, бесплатные, куда можно обращаться с вопросами по конкретному трудовому договору, если не уверен, что там все в твоих интересах? Ну, во-первых, есть при Caritas отдел Arbeit и интеграция, кажется, так называется, они занимаются этим. Мы занимаемся этим непосредственно, Faire Integration. Мы проверяем трудовые контракты, рассказываем, что там вас ждет с этим трудовым контрактом. Бывают очень интересные консультации. Я, на самом деле, очень люблю консультации именно по проверке трудовых договоров, потому что зачастую бывает так, что человек некоторые моменты он просто
не ожидают, что так будет. И люди благодарны, потому что они могут более взвешенное решение принять. Ну, а в принципе другие какие-то организации, вот кроме Caritas, именно которые занимаются рабочими моментами, честно говоря, я не могу сказать сходу. В каждой федеральной земле есть свои общественные организации. Это нужно изучать конкретно вашу землю. Понятно. Ну, я просто немножко так с иронией, это самое, с подколкой спросил. То есть именно ответ, что к Марине и надо обращаться. Это ее организации, которые по всей земле. Я по всей ответственна за Германии. Хессен. Я ответственна за Хессен. Я не могу работать с людьми, которые зарегистрированы в других землях. Но я могу подсказать, кому там обратиться. Ясно. Так. Вот, как понять, что контракт, ну, заключен на высококвалифицированную работу или должность, в скобочках для рабочей визы? Вы можете загуглить, если для вот этой конкретно должности в Германии существует Ausbildung, как минимум, или Studium, ну хотя бы Ausbildung, тогда эта работа считается квалифицированной. Это самый простой ответ. Ясно. Так, вот тут интересный вопрос. Подождите, Алена тут написала его, а она ж тут с нами, может, озвучите его? Алена Р. Так, нет, это не Лена. Ладно, то есть в конце испытательного срока предложили ей должность, ну, более высокую должность со срочным договором, а у нее был бессрочный, и она отказалась, и ее в последний день испытательного срока кундивнули. Вот. Насколько это законно? Законно. Даже в последний день испытательного срока, но с уведомлением. Да? Там должен быть еще срок, 2 недели уведомления. Тогда все законно. Мене трошки насторожило те, що і в мене є підтвердження, що я підходжу цій фірмі. Да? Тобто це я 6 місяців відпрацювала, мені письмово запропонували вищу посаду. Це означає, що випробувальний термін я пройшла, але все одно, тобто оцей момент, як він враховується? Олено, на жаль, якщо було видано письмово кюндзікунг навіть в останній день випробувального терміну, це цілком законно. А до того письмова пропозиція роботи і новий контракт. Якщо є новий контракт підписаний, то ви можете його підписати, звичайно. Ні, мені спочатку за 5 днів до кінця випробувального терміну позвали, сказали, ось тобі новий контракт, але ти будеш там вищу посаду займати, не отримувати за це більше грошей, і цей контракт строковий, хоча в мене був безстроковий. Ну і все, от дали такий контракт мені на руки і написали імейл, що от ще раз ми підтверджуємо, що ми пропонуємо тобі роботу за новим контрактом. Ви можете погодитись на цей новий контракт і підписати його. Ні, ну я не погодилась, тому що чого ж я маю більше працювати за ті самі гроші. Якщо в мене був контракт безстроковий, я собі спокійно працювала і все було добре. Я вас розумію, але зі свого боку роботодавець має повне законне право звільнити під час випробувального терміну в будь-який момент без причини, тільки має бути 2 тижні відпрацьовування у вас. Ясно. Тобто навіть те, що вони визнали, що я їм підходжу, це все одно мене ніяк не врятує. Ні. В цій ситуації, на жаль, ні. Так, ну что, Марина, есть силы, у нас поднятые руки есть силы отвечать? Ну, уже
Да, хорошо, давайте это ДП. Так, Жгите. маю питання стосовно звільнень. Якщо роботодавець хоче звільнити, ну якісь там у нього економічні причини, не треба йому за співробітників, тоді як має називатися цей кюндігунг, чи яка там причина вказана звільнення, щоб можна було з цим спокійно йти в Agentur für Arbeit і далі отримувати виплати? Ну, без загроз для працівника. Роботодавець має видати вам письмово нормальну ordentliche Kündigung. Тобто в цій Kündigung має бути вказана дата самого листа, наприклад, там 22 липня видано цей лист. І ця Kündigung має містити строк повідомлення, той, який вам положено по закону. Якщо ви працювали під час випробувального терміну, це строк 2 тижні, тоді від 22 липня рахується плюс 2 тижні, і це буде останній робочий день. Якщо випробувальний термін вже пройшов, тоді має бути 1 місяць до кінця серпня. Тоді 30-го або там 31 серпня буде ваш останній робочий день. І з такою Kündigung у вас не буде проблем ані з джоб-центром, ані з Agentur für Arbeit. Єдине ваш обов'язок вчасно стати на виплати. Тобто, як тільки ви отримаєте Kündigung, одразу ж ви реєструєтесь в Agentur für Arbeit, якщо вже минуло 1 рік з моменту вашої роботи, або ж в джоб-центрі. Якомога скоріше. Дякую. Спасибо. Елена Шаповал, пожалуйста. Ага, у мене таке питання. Сім'я, 2 батьків працюють, Vollzeit, Teilzeit, мають дитину з інвалідністю 100%. Флегельград 1. Мають якісь льготи і, ну от, щось впливає на щось це чи ні? Ну, по-перше, я б радила, якщо це Vollzeit та Teilzeit, перевестись на клас 3-5. Якщо це ще не зроблено, тоді у вас буде просто більше бюджету, скажімо так, кожен місяць на руках. І також у вас із пільг є те, що, наприклад, до 90 днів ви маєте право на лікарняний, якщо хворіє дитина. До 90 днів на рік. На рік. Угу. Ага. І підскажіть, а при налоге списания это влияет что-то? От списание налогов вам нужно, чтобы у вас больше денежек оставалось каждый месяц на руках с ваших зарплат. Вам желательно перевестись на класс 5-3. То есть тот, кто работает на Vollzeit, у него будет 3-й класс, а тот, кто на Teilzeit, автоматически на 5-м. Ага, лучше 5-й. То есть будет больше оставаться, да, денег? Мы на 4-4 сейчас. Да, у вас будет больше, вам лучше перевестись на 3-5. Понятно. Елена, еще у меня совет, это немножко автоп, но у нас мы проводим, вы наши вебинары по флеге смотрите? Нет, я вот, первый раз попала. Понятно, вот, понятно, у меня всем, посмотрите, я тогда небольшую рекламу, мы действуем по всем вопросам интеграции. И у нас, в том числе, флеги есть флеги, конечно, у нас в основное направление это помощь, когда уже там пожилые, обычная типичная ситуация, пожилые там, которые не могут за собой ухаживать, но у нас классный спикер по этим вопросам, у нее 2 флеги, она руководит
руководит 2 флеги-фирмами, Оля Верховод, прямо стоит у нас в YouTube-канале, и у нее есть, она ведет чат свой про флеги, то есть она там, может быть, подскажет, как там получить максимум, чтобы вас разгрузили, потому что это еще и тяжелейшая работа, и она, вот именно сторонник того, что родственники должны быть по максимуму разгружены за счет государства, и она советует это. Понимаете? Хорошо, спасибо. Я посмотрю, постараюсь найти. Да, хорошо. И опять-таки, спасибо. заходите в чат, тогда Витрил, спрашивайте. И Елена Лелик у нас. Да, спасибо. Уже позднее время, быстренько Да. спрошу. Должно ли быть в договоре, в трудовом договоре прописана возможность home office? Нет, Если- не обязательно. Не обязательно, это по договоренности. Еще один вопрос. Больничный детям, если, я одна здесь с детьми, у меня 2 детей Вам несовершеннолетних. вам положено до 90 дней вы можете брать в году, больничных детских именно. Потому что я знаю, что, рассказывали на каких-то курсах, что там у 2 родителей попеременно, часть одному родителю дается, часть другому, а если 1 родитель, то общее количество одному дается. То, да, до 90 дней вы имеете именно по детским больничным. Да, еще один вопрос. Вы затронули вопрос по поводу квалифицированной рабочей силы или нет. Если у меня сделано признание, не признание, а оценка диплома моего украинского в соответствии с немецким образованием, написано, что это Hochschule Plus, то я считаюсь квалифицированной, да? Нет, важно, какая должность прописана в вашем трудовом контракте. К сожалению, если у вас должность неквалифицированная, то работа у вас считается неквалифицированной. Понимаю, да, и работать нужно по специальности, соответственно. Нет, работать по специальности вы не должны, эту норму уже отменили, но сама работа в контракте трудовом должна быть квалифицированной. Это значит, вы берете эту должность и смотрите, есть такое образование в Германии, такая Ausbildung, есть такая Ausbildung? Если есть, тогда эта работа считается квалифицированной. И при сочетании с вашим признанным дипломом вы можете подавать на 18А либо на 18Б. Но если даже у вас признан этот диплом, есть оценка, но, например, в трудовом контракте ваша должность написана как Helferin, например, то это считается неквалифицированной работой, и вам параграф 18 не одобрят. Понятно, спасибо. Так. Кто такой трудовой суд, где его искать? Это платная процедура, нужна страховка специальная. Искать в Гугле. Да, трудовой суд – это народный суд. Туда можно идти в первую инстанцию без адвоката. Это самое приятное. И в первой инстанции на гюте-термине, это такой термин, когда судья пытается просто примирить 2 стороны. В этом случае у вас нет вообще никаких расходов на эти судебные процессы. Единственное, что я рекомендую всегда при подаче иска сразу заявлять, это переводчика брать с собой. Либо вы можете привести, в принципе, любого своего переводчика, но лучше брать судебного, потому что синхронный перевод в суде нужно, чтобы был опыт такой. Так вот, расходы на первую инстанцию, они будут только при наличии переводчика. Там в зависимости от суммы это где-то 150-200 евро. Хорошо, спасибо большое. В принципе, у меня есть там от себя пару там еще советов. В принципе, Марина, мы очень благодарны, если это можем отпустить уже за такое. Мы договаривались до 9 часов, уже почти 10:30. Вот. Да, спасибо уже. Огромнейшее спасибо. Ждем еще.
вот я всем, ну, скажем так, в принципе, да, лайкайте, обязательно, кто смотрел тут, зайдите еще потом на YouTube задним числом, вам все равно заходить за презентацией, не забудьте лайк поставить, и не забудьте, кто не подписан на YouTube канал Витрил, вы обязательно на него подписаться. А в мейле, который мы прислали, там ссылка стоит и на Google Meet, и на YouTube, то есть можете зайти сюда. Марина, я все-таки вытащу вас еще, вот все-таки как вот вы так вот все-таки устроились на работу лихо с нуля и в другую специальность, ну, все-таки это заслуживает изучения, чтобы это, вот примерно, в принципе, то, что я хочу провести, у нас будет через неделю с Аллой Величко, это соратница, ну, как это, или соучастница, у нас он был на прошлой неделе «Запытай Витрила», вместе они вдвоем отдавались на вопросы с Мариной про взаимоотношения с Джоб-центра. Вот будет вебинар интересный, там классный, мы Аллу попытаем, как вот она идет куда-то волонтерить, а ей предлагают потом рабочий договор. Вот как так получается, и мы попробуем доискаться, докопаться, что при этом делается и как надо перенимать. Ну, я думаю, что когда-нибудь полезно такое с Мариной провести будет, и «Запытай Витрила» тоже по этой тематике тоже иногда полезно проводить. В общем, Марина, мы всегда рады. Дякую вам дуже за увагу вашу, за участь, за стільки багато учасників, і бажаю всім безпроблемних роботодавців. Так, ну сейчас, хорошо, мы вас отпускаем, я еще пару слов, не, можете оставаться, никаких секретов нет, мне просто жалко. Так, еще раз. Буду опочивати. Да, хорошо, еще раз, вот опять мой тезка спрашивает, где можно презентацию посмотреть. Смотрите, на YouTube-канале я завтра выложу презентацию, и вот этот вот там еще Марина мне бланк, как рабочее время вести, значит, она ну, как бы это все сможете в YouTube-канале в описании под видео скачать у нас. Это раз. Дальше, немножко я хочу вам такую общую картинку нарисовать. Значит, смотрите, вы слышали такое понятие, что ну, есть такое понятие правовое государство. Так вот, Германия, она никакое не правовое государство, оно квазиправовое государство. То есть не надейтесь, что если ваши работодатели нарушают ваши права, то там полиция, милиция, прокуратура, Конституционный суд, кто-то сразу встрепенется, подорвется и побежит их защищать, а вы будете стоять в стороне. Так это не работает. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вот если вы сами проактивно поднимете эту борьбу, то обязательно тогда, ну, вы рано или поздно получите поддержку правовую. Ну, обычно в суде в крайнем случае, но вы ее получите. Но надо активно действовать. Дальше. Тут очень много обсуждалось конфликтные ситуации, когда работодатель оказался редиской там, ну и как-то нарушает все. Так вот, ребята, смотрите, на самом деле это ваш работодатель, вы там работали, вы инсайдеры, вы же знаете, что на любой работе есть куча косяков. Особенно вот тут была жалоба, что там какие-то кафе, рестораны особенно любят там обманывать сотрудников. А скажите, существует в природе кафе или ресторан, где все нарушения, где нет нарушений там гигиены, там сроков хранения, температуры в холодильниках и все такое?
Понимаете, а есть же специальные организации, которые за всем этим следят. Вот просто используйте этот инструмент как рычаг давления, не стесняйтесь, понимаете. Если вы уже обнаружили, что ваш работодатель редиска, то единственный вариант его, ну, как бы на место договориться, не надейтесь, что вы сможете договориться. Вы сможете только запугать. То есть это имейте в виду, ну, запугать можно в смысле там судами, там какими-то еще вещами, или же вот обычно два самых больших этих самых, где все прогорают. Первое это на этих, как это, нарушение техники безопасности, плюс там, где еда, там нарушение вот этих вот всех санэпидемических дел, ну и плюс любят третье, любимое там наличка, когда не очень там правильно наличку оприходовают. Вот эти вот вещи документируйте, как-то собирайте доказательства, и это очень хороший рычаг давления. Так что это имейте в виду, пожалуйста. Был вопрос по поводу, что интересует работа в фрилансе. Ну, сразу отвечу, что это к теме сегодняшнего вебинара не имеет никакого отношения. Что имеет, то есть это бизнес, по бизнесу у Витрил, наверное, больше всего роликов выпущено, есть специальный бизнес-чат, и есть, ну да, и у нас очень как бы даже, ну, мы поняли, какая основная проблема, это как стартовать прямо, открыть какой-то бизнес, прямо находясь на джоб-центре. Наверное, у нас намного больше роликов, чем по наемному труду есть, так что кому интересно, присоединяйтесь. Что у нас еще интересного будет, как я сказал, прямо завтра я ну, как бы из IT-мира пришел, завтра у нас еженедельный как бы такой регулярная передача «Запытай Витрила», где мы берем какую-то тему и отвечаем на вопросы по теме. Значит, завтрашняя тема «Искусственный интеллект», как его не просто там, что он может, как он будет через 3 года, там, как он тут все покорит, и мы будем лежать на печи, а он будет все делать, а именно собираем вопросы, как применять на практике. У нас есть инфоканал, пожалуйста, заходите, опять-таки в мейле, который вам прислали, стоят ссылки на все наши ресурсы. Там заходите в инфоканал, там есть анонсы передач. В четверг у нас эта встреча, значит, женщина, она там для женщин будет передача, как там безопасность свою осуществлять. Я так понимаю, и психологическая безопасность будет, и, наверное, как бы расскажет, как там если там попытаются там нападать, насиловать, наверное, тоже что-то подскажет. Ну, в общем, короче говоря, там для женщин будет о самозащите. Ну, а в следующий понедельник, опять-таки, тоже, как украинцы умеют пробиваться в Германии, мы этот полезный опыт попытаемся тиражировать. Кажется, все. Наверное, ну, в принципе, то, что я хотел сказать, я рассказал. Если есть ко мне вопросы,